есть ты. Ты не можешь сбежать от себя самого. Как не смог сбежать от себя самого я. Внимание! Работаем! Ну, понеслась. Я не хочу просто выживать. Я хочу контролировать выживание. Еще раз. Ты не сможешь сбежать из Таркова. Горячо, ой, горячо. Так, окей. А. Так. Так, ладненько. Чат у меня как работал? Через Рутони чат или Streamlabs? Да. Здорово, Гудзон. Привет. Кайфанул. Найс.
Сейчас и мы кайфанем. 10.50 тянет? Да ладно, оптимизировали что ли? Прикол. Ну сейчас глянем. У тебя еще пушка-бомба будет. Не, ну глянем. Привет, Квиклоу. Как здоровье? Ну так, насморк. Ничего особенного. Насморк. Ёлопалы. Украинский? Не знаю. На английском, как оно интересно будет, а на украинском? Оно, конечно, чуть похоже на русский, это как будто бы по атмосфере будет вполне себе как бы это, но... А, понял, ладно. Тогда ставим украинский. Вот только бы не зарофлить с украинского языка в какой-то момент, чтобы на меня не обиделись люди, не забанили. Не, он там норм. Маты есть. Все окей. Ладно. Так, если что, говорите насчет звука, будем настраивать. У меня игра вылетает после 50 минут. Представь, что ты на юге России. Окей. Все, представил. Так, погодите, кстати, надо... Ну, это дело я, пожалуй, буду записывать. Это, ну, блин, такая игра. Это дело надо записывать. Ща. А? Телефон алар. Cool. Cool.
Хорошего настроения стрима. Хай улыбочку. Не говорите стримеру, что был донат ГГИ. О! Тут я. Корзинкин. О, нихуя себе, 500 рублей. Спасибо. Хорошего настроения и стрима. Улыбочку, не говорите в стриме, что был донат. А я заметил. Так, привет, Релогин. Привет, Корзинкин. Большое спасибо за 500. Окей, чуваки. Ща. Ладно, придется это удалить. Угу, все. Я записываю эту красоту. Я записываю эту красоту. Погнали. Конечно, тиран, еб твою мать, бля, вы о чем говорите? Я еще каждую часть сталкера проходил на мастере, со всякими модами там. Короче, я это такой крутой чел. Будем прям сейчас жестко выживать вообще. Покажи настройку-то. Блин, надо было. Трахали 30 минут. Ну, прикольно. Секс я люблю. Ну, я пока в лютом кайфе думал, кусок говна будет, а потом оторваться не могу. Ну, я тоже, честно скажу, думал, будет лютейший кусок говна от того, что разработчики будут жестко политизированы и там прочее. Но отзывы удивили. Поэтому я прям такой, да ну, чё, реально, типа, они сделали как надо. Если так, то будет прям уважение и кайф. Не, это Steam версия. И последний вопрос, доктор. Уверены, что периметра вокруг зон достаточно? Если произойдет выброс достаточной силы? Слушайте, ёпта. Зоны многие годы находятся в стабильном состоянии. Мы не стали бы строить здесь самый передовой институт в истории человечества, если бы не могли бы гарантировать его безопасность. Как руководитель НИИЧАЗа, научно-исследовательский институт Чернобыльской аномальной зоны, я убежден, что чудеса, которые мы подали миру, с легко оправдают неизбежные риски. Насколько эти риски высоки? Зона предлагает нам совершенно новый мир. Если мы застрянем в старом из страха перед переменами, то кем мы окажемся в глазах наших потомков? Трусами? Или все же людьми, которые смелись открыть дорогу к новому, лучшему человечеству? Ну окей, ёпт. Стоп, это, ну, типа, на движке игры все, то есть это не катсцена прям, ну, заранее записанная. Пострадавших эвакуировали. Напомню, что, похоже, случай произошел в нашем регионе совсем недавно. Тогда некоторые жители лишились крова. Городские власти, однако, призывают население сохранять спокойствие и уверяют, что ситуация находится под полным контролем. Опять ЗИЛ. Опять мы где-то в кузове валяемся. Чё, снова авария? Да блин, чё он-то? Просто ровнее веди и все. Ё-моё. Или да, тормози. Я пока 7 часов около наиграл и вообще ничего такого плохого нет. Типа, игра. И дух сталкера чувствуется, и дух метро. Нормально. Розбушувалося сьогодні. Бачиш, а? Свечку видишь? Жахнуло-то как. На моей памяти такое впервые. Пам'ятаю подібного. До місця далеко? Что, далеко до места? Да не слишком.
Ворона зажарилась. Центральний після Центрально вибуху после підніме выброса подругу. могут по тревоге поднять, но есть другой вариант. Тріщина в Чуток стіні левее більше разломано, разлому. в стене есть трещина. Алхан, она Сподіваюся, пошла. ти не загубив Надеюсь, ты не подорожі выронил свій свой особенный артефакт по пути. Если он слишком долго пылился за пределами зоны, то Якщо потерял він припадав пилом всю свою аномальную зараженої энергию. зони, то втратив всю свою аномальну енергію. А, это так работает у них. Цей блискучий науковий Но это винахід блестящее, допоможе научное нам. изобретение поможет нам его восстановить. Один удачный запуск, и черепки превратятся в золото. 9 сектор, наблюдая разлом. Повторяю, разлом на 9 секторе центральной. Разлом какой-то. Показуй, що знайшов. Давай свою находку. Що? Чё? Чё? Це що в біса? Это что вообще? Я видел артефакты, которые выносят из зоны, они быстро выгорают и разваливаются, а твой... Та розвалювалася миттєво. А цей твій? Він не зона. Это не из зоны. Звісно. Ну конечно. И І где де ты его його взял? знайшов? Під ліжком лежав. Под кровать. А, вот этот камень ему хату и разнес, типа. А, окей. За кого ти мене маєш? Ти Ты знаєш, чё, чого за мені кого меня коштував ты держишь? цей Ты знаешь, что чего меня сканер Якщо це не стоил? артефакт, Я не позволю, він рознесе чтобы из-за все тебя до все мои труды пістолета пошли матері. прах. я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Спокійно. Цей камінь винен мені Этот новий камень дім. должен мне новый дом. Нужно шевелить. Ворушись. Ми втрачаємо час. Да. Ну, вроде бы умный человек. А руку поднимает на вояку. Не. Це бункера вчених. Доберись до бункера Негода ученых. пояснить, що Негодяй. робити зі сканером. Объясни, что делать со сканером. Вже чекає. А, не года. Он тебя тоже ждет. Сейчас. Дальше. Бля, я подумал, что за негодяй нахуй. Опа. Ну ладно. Все, понеслась, ребята, понеслась. Сканер. Ну пока как бы ничего не понятно, конечно. Фонарикл. Південний. Периметр прорвано. Масовані руйнування спричинені в душі наєбучим. Краще прийнято. Так, условия регулирования. Так, настройщики, давайте посмотрим. Ну все, Uber эпичный. Я ничего не менял, если чё. Прикольно. Так, мне как будто в ту сторону, значит я пойду в эту. Эй! Так. Бинт. Так, геморрадиация. Ага, так, смотрим. Вода, бинт, энергетик, аптечка есть. Так, сразу давайте определимся с настройками управления. Потому что создатели этого сталкера по первой части я еще вот что заметил. Ну, у них очень странная раскладка. Ладно, быстрое сохранение и загрузка еще как-то более-менее нормально стоит. А по остальному ходьба X, приседание, контрол, спринт, окей. Стрельба, перезарядка. Так, смена типа патронов N.
Смена режима. Ага, ладно, приемлемо. Воздействие объектами. Угу. Болт 6-7. Открыть меню выбора улучшений. Переключиться на слот. Так, понял. Так. Угу. Так, КПК. П. Журнал Ж. Улучшение. Понял. Так. Торговать Е. Ну, это не то немного. Так, я хотел... как хилиться-то? Хилиться. Вот это вот самая важная кнопка в сталкере практически. Лечение. Без лечения, ну никак. Да ладно, лечение только из инвентаря, видимо. Кажись так. Ну все, ладно. А, Q-E. Я только заметил. Ну, побежали. Да, дерево, конечно, странно разлетается. О, консерву. Великолепно. Так, подождите. Это вот работает или нет? Не, нормально. А то, блин, в первом сталкере я ножом тыркнул канистру, я взорвался к херам, я аж охерел от этого. Тут не так, слава богу. Так. Привет, Маляджи. Ага. Ну и где ваша группа? Я тут уже на второй круг пошел. Слепую. Выдвинулись. На связь потерянных. Кречет 3, проверь бункера. Ученых. Ага. Шаровая молния. Ля. Твою мать. Так. Привет, Эфрит. Блять. Беги! Похож на зомби. Ха. Ё-моё. Угу. О, плоть.
Это же плоть? А, тут проход был. Ничего себе. Проход для самых внимательных. Проверить? Все-таки похож на зомби гражданского. Кречет 3 на дуге. Прорыв. Отбой бункера. К нему выдвинулись еще одна наземная группа. Юк, я все еще без карт. Иди по периметру, не залетай вглубь. Я свяжусь со сферой. Реально? Теплый прием. Сразу плоть. Так, его не залутать. Ну ладно. Прогуляемся. Сюда. Радиация. Луна. Еще не вылетала? Не. Ха-ха, ты чё, ёпта? Я думал, она сдохла или типа того. Она спит, оказывается. Удивил, блин. Встает, блин, вдруг лес. Горелый лес. Так. Ну, что мы делаем? Давайте посмотрим. По-моему, сделка честная. Герман получает мой особенный камень, а я новый дом и надежду на новую жизнь. Дело за малым. Проникнуть за периметр и удачно активировать сканер. По словам этого умника, только так можно вернуть этому гашему артефакту его аномальные свойства. Надеюсь, что полевой эксперимент не затянется. Кто бы там какие байки об этой зоне не травил. Окей, ладно. Вроде работка не пыльная. Памятка бойцам СОП. Сотрудники Международной службы охраны периметра, далее МСОП, обязан придерживаться положений Кодекса профессиональной этики, добросовестно выполнять служебно-боевые задачи в пределах своих полномочий, обеспечение безопасности периметра от враждебной фауны и вооруженных формирований, предотвращение бесконтрольного пересечения периметра лицами и транспортными средствами, содействие официальным... Физеркорп, привет. Здорово, здорово. Рад видеть. Затянет. Да. Так, содействие официальным научно-экспедиционным группам, помощь другим подразделениям МСОП в зоне ответственности, другие задачи, определенные командованием МСОП. Соблюдать беспристрастность, ставить интересы и цели МСОП выше личных, материальных, этических и других, для интересов прочих лиц и организаций. Удерживаться от разглашения секретной информации, полученной во время выполнения служебных обязанностей. Помнить, что своим поведением они напрямую влияют на образ и репутацию МСОП. Так, запрещается. За исключением служебной необходимости приближаться к зонам аномальной активности, то есть аномалии. За исключением служебной необходимости подбирать и хранить либо иначе взаимодействовать с аномальными образованиями, артефактами. Получать от третьих лиц вознаграждение, официальную электронную валюту, купоны. Валюту любого государства, услуги, суда и так далее. Передавать имущество МСОП в руку третьих лиц. Я вообще не понял, какие МСОП. Сотрудник Международной службы охраны периметра. Все. Так, Скиф. Так. Скиф. Ладно. Ну, напрашивается скуф. Ну, ладно. Из огня до в полами. Я вернулся после 3 лет службы в настоящем аду, чтобы остыть. Тихо, торгуя пустышками. Самыми дешевыми артефактами, угасшими после того, как их вынесли из зоны удачливые сталкеры.
Бухать в прокуренной квартире, смотреть телевизор как в окно. И вроде бы все шло по плану, пока однажды ночью квартиру не разворотила к херам. Аномалия. Прямо на моей кухне. Расхерачила то немногое, что у меня было, и оставила взамен еще одну пустышку. Только на этот раз другую. Особая аномалия, особая пустышка. И если верить некому Герману, особые деньги, если удастся перезарядить с помощью его научной приблуды. Правда, для этого придется сунуться в зону. Я наслушался достаточно историй, чтобы избегать ее любой ценой, но она пожаловала сама, значит придется нанести ответный визит. Ведь терять мне больше нечего. Как говорил мой разжалованный командир, если ты рожден быть повешенным, то никогда не утонешь. Вот так вот, блин. Ага. Ну, постараюсь какие-то такие важные вещи читать вам. Ух ты, капец. Так, все, пошли. Понял. Короче, у нас главный герой, он Скуф, который, видимо, ранее все-таки бывал на вылазках по зоне. Он типа какой-то... Не то чтобы бывалый сталкер, но зонный знакомый человек. Торгует типа с артефактами, которые утратили силу. И тут ему принесли одну такую вот безделушку, которая, оказывается, ни хера не пустышка, так сказать. Она все еще работала и жахнула ему всю квартиру. И теперь он ищет варианты, как восстановить хату. Ну и типа как бы не бомжевать на улице. И скорее всего продавать пустышки, это такая типа, ну, тема незаконная, наверное. Возможно, у него какие-то проблемы появились еще помимо того, что у него хаты нету. Хотя он, наверное, мог оправдаться тем, что у него типа хлопок случился. Курточка. О! Дима длинный. Блин, спасибо, Диман, за то, что ты есть. Это аномалия или это кружка застряла? Или это кусок кружки? Непонятно. Ладно. Так. Состояние. Прочность 100%. Ну, нормально, нормально. Кайф, кайф. Энергетик, не забудь ее снять это. Воу, воу, воу. Воу, 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 воу. Что-то меня корёбить начало. Нифига себе. Ну, прям такая квартирка, да. А печка прям такая, смотрите-ка, продуманная, как будто бы. О. А я как будто смогу туда... О, таракан. Наверное, подняться. Ладно, хотя нет, наверное. Так, на одиночную перейдем лучше. Да я не усну, господи. У меня вот он, энергетик есть. Как в такой игре-то уснешь? Ты чё? Одна из самых долгожданных игр. Вот как казаки. Посмотришь? О, претники. Здорово, здорово. Имею в виду не в жизни, а в игре. А в игре-то что спать? Типа, а, у меня голод есть даже. Ради консерву захаваем. Ну да. Ля.
Хорошая анимация, хорошая. Хе, лестница даже желтая. Удивительно, что лампа до сих пор горит. Варяг, один южному. Что там происходит? Ёб твою мать. Как будто бы кровосися. Найс. Так. Я мастер осмотров. Просто так не уйду. Так. Супер-мега исследователь. Чего? Погоди. Нормально. Ближний бой есть. Соса чуваку отсосал. Да не. Наоборот. Все думают, что кровосись это такое, типа, ну. А на самом деле он заставляет сосать. Никак по-другому. Как бы он нас не заставил. Он как будто бы тут убил его где-то. Значит, он близко. О, варяг 2. Так, ну пока вес позволяет. Дістався бункера. Добрался до бункера, найди доктора Негода. Мы договорились, что он передаст тебе координаты. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Не думаю, что это будет Але так легко, розберусь. но я разберусь. Окей. Лестница. Так это кровосися где-то тут или нет? Жижа. Так. Найс. А чё, нормально, такой бункер, продуманный. Вверх поднимаешься по лестнице. А не ждешь там внизу, там пока дверь откроется, вся херня. А, погоди, вот посюда заходим. А эта дверь что тогда? Ну, хороший такой движок, да. Що тут, бляха, відбувалось? Что за херня тут произошла? Что за бляха тут произошло, бля? Что за бляха? Все ученые мертвы. Анимация открытия каждого сундука, что ли, будет?
О, негода мертвый. Переписка с техником. Как ответственный за проект, я запрещаю вам, Волошин, покидать бункер до того, как из института придут костюмы. Какие бы коэффициенты пси-излучения вы не засекли, ваша жизнь того не стоит. Увижу вас в той пещере еще хоть раз, лично выволоку за шиворот. Сперва из пещеры, а потом из проекта. Негода, руководитель экспедиции. Переписка с техником. Ну чё, получил? Да, все пришло на мой ноутбук. Как долго координаты будут верны. До следующего выброса, так что лучше по твоему человечку пошевелить булочками. Кто-то уже у бункера, думаю, это и есть человек Германа. Они думали, что пришел я, а пришел кто-то другой и всех убивал. Ну чё там, сориентировались? Негода мертв, как естественные ученые. Мертвые? О, господи. Мы влипли. Убирайся оттуда немедленно. Перестань стереть и скажи, где хранятся данные. Найди его ноутбук. Координаты должны быть там. Натовская пушка. Детектор отклик артефактов. Евгений Осачка. Негода. Чё там? Добрался клиент Германа? Скажи ему, что он выброс новенькие точки. А новенькие точки, новенький счет. Негода мертвый. Я Германів клиент. Ну, нихерашечки у вас там блудняк, ребятки. Земля стекловатая этому умнику. Никогда мне не нравился. Так, погодь, клиент, а тебе Герман хотя бы объяснил, что с координатами это делать? Рассказывай. Ну нагадай. Ёбана на мать. Я сегодня смогу пожрать или нет? Короче, идешь по координатам, втыкаешь свой сканер в землю, потом отваливаешь. Пока не отработает. Забираешь. Уяснил? Ну, если не уяснил, то это уже ваша проблема. Я вам тут не справочная. Бывай, клиент. Ясно, ясно. Координати отримав? Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Хорошо. Тогда это все было прогулкой. Найди детектор для начала. Это бункер ученых. Хотя бы один из них точно должен быть. Точно має бути хоча б один. Детектор вже є. У меня уже есть детектор. Тебе нужно достать артефакт, который защитит от радиации сканера. Иначе присоединишься негоде. Інакше. Доєднайся до нагоди. І як мені це И зробити? как мне это сделать? Знайди аномалію. Найди аномалия. После выброса это должно быть несложно. А далі А дальше ориентируешься по сигналу детектора. якщо вже сталкери розібралися, то й ти впораєшся. Після артефактів на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Бо погодься, буде вкрай недолуго. Так. Артефакт нашли. О, вот это. Чё за гнида, блядь? Первая смерть. Да. Гнедонский кровосися.
то й ти впораєшся. Після артефактів на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Бо погодься, буде вкрай недолуго. Откуда он напал? Ах ты падла. Пошел нахуй! Пиздюк. Фу, Гендон, блядь. Ебать. Чё этот кровосись? Капец. Причем он прям практически фул невидимый, прям его трудно увидеть. Привет, семечки. Это новый сталкер, да. Привет, Кроули. Все люди начали стримить это. Ну, потому что, ну, все ждали сталкера нового. Это прям такая игра. Ну, и причем оказалось, что игра-то прямо годная. По-настоящему годная. Привет от енота. О! Чё, где хэппи енот-то? Откуда он вас отправил? Jesus Хик, привет. На бункер залазь. Да я убил уже этого кровосисю, все же. Мертвую. Глупый кровосись не справился с якутским стрелком. Ну, блин, рад защита, конечно, есть, но... Ну, хотя бы радиация слегка, да, снижается. Слегка снижается. Так, может подняться по этой машине, вернуться назад. Но мне это незачем. Да, я из Якут. Я из Якутска. Ну, 7A, привет. А вы реально едете в коней? Ну, бывает, но не вживую, знаешь. Мы их прежде всего убиваем, там, жестко причем. Ну, убиваем как? Ну, смотри, короче, мы им... мы их гладим, там, обещаем, что все будет хорошо, потом жестко вхуяриваем нож в шею. И смотрим, как они умирают долго и мучительно. Ну, это наш, понимаешь, это, ну... Это наш путь. Он такой вот. А если серьезно, то нет. Чекай. Слухай, заряджання завжди таке. И как бы... Если серьезно, то этим занимаются очень дальние наследие. Мать твою, жилые сектора Якутии. Блин. Аномалия убил меня. В республике Саха-Якутия есть и города.
Что за енот? Шекатуров. Какакумбернамбер. Привет, привет. Привет, ребят. Бородатый дядька проходит. Енот ТВ. Окей, ладно. Спасибо еноту за рейд. У тебя аномалия скаканул 101 человек на стриме. О, класс. Привет, Аргрем. Батарея перебрался, замерз, что ли? Да не, я всегда так сидел. Я всегда так сидел. Я просто камеру поставил таким образом. Ракурс другой. Че, вы играли? Сталкера? Или как? Да куда дошли? Сканер запасы перена. Не дочекайся. Не дождешься. Слухай, Зарядка заряджання всегда завжди такая таке шумная. Непримітне. Не понял. Не, ну у тебя уже и булыжник необычный. Проверь сканер. Быстро. Зарядился? Зарядився! Зарядился! Провалился. Хрен там. Так и знал. Говорил уже, валить надо. Возвращайся, пока я один не уехал. Та тихо, не панікуй. Час іще є. К следующей Йду до точке наступної иду. точки. В Якутии реально так холодно, что ли? Да, конечно. Енин, а так на миссии, если что, уснешь, так что заранее запасись энергетиком. Какой миссии? Че уснуть-то? Только не спойлерите, ребят, пожалуйста. Сложно сменить счет, ты умираешь сразу. Надо подождать, пока... Привет, енот. Я подумал, это от тебя, народ. Тут все прям говорят от енота, от енота. Так, надо подождать, пока настоится, баги поправят, может даже кто-нибудь русскую озвучку сделает. Ну, вообще, да. Я думаю, со временем обязательно будет. И какой-нибудь... Что-то я прям переборчил. Паш! Ладно, пацаны. Бандеролька, ёпта. Ну все, бывай. Это я таким образом расписываюсь за бандерольку, Васян. Ну все. Обрезать. О, нормально. Хорошо. Бандеролька пошла. Блин. Острый на язык был сталкерок-то. Так, мне вроде туда, но я хочу сюда. Буду максимально исследованием заниматься. Вы игру купили или крякнули? Ну как тебе сказать? Это Steam версия. Так. Якутский стрелок не туда стреляет. Да, вроде туда. Они ж мертвы, правильно? Лови лимончик, падла. Да. Блин, смотрите-ка. У них тут был романтический ужин. Слушайте, а там кто-то включает. Создает настроение. Пойдемте. Присоединимся, что ли? Господи, как много радиации. Как-то незабавно лопается. Звуки отнюдь не человеческие.
Треба ставити сканер і звалювати звідси. А, да ладно, полтергей? Вот он где-то тут. Ау. Да ё-моё. Картонной коробкой хочет меня убить. Здесь как раз есть интересное. Паркура нету, да? Ладно. Да где тут? Куда? Стоять! Ща, подожди. Да ё-моё, нифига себе. Ау! Все, не лагает, нормально. Че, все тип-топ? Спасибо, что сказали, кстати, что лагает. Вот, если что говорите, я постараюсь как можно быстрее исправить это дело. Так. Хабарчика нету больше никакого. Че, все нормально? Все хорошо у вас? А почему стрим лагал? Ну, я думаю, это из-за варпа или типа того, короче, там, ну, у меня мой VPN работал. Возможно, из-за этого. А, постой. Погоди. Да. Надо менять тип патронов, кстати. И у меня был такой автомат еще. Да. Давайте-ка с этим походим. Я думал, у меня оно лагало. Да не, и говорите, если что. И, блин, я вот что-то сперва проигнорировал, потом как понял, что происходит. И видите, все исправил. Все.
Блин, он что, какую-то антенну соорудил? У тебя Full HD настройки или средние? Эпики стоят? Так. У-у-у. Я из Якутска. Я из Якутска. Блин, ё-моё. Забирай, беги отсюда, глупец! Герман, блатные координаты пропоя всегда работали четко, но выбор смог спутать карты. Скоро узнаем. Ну да, скорее всего, выброс изменил. Оно же так было всегда, что в первом сталкере, ну вообще во всех сталкерах, выброс рандомит же все эти. Скиф, ты там? Я столько военных еще ни разу не видел, скоро все перекроют. Ты из зоны и уже не выберешься. Герман. Последняя точка Лишилась осталась. остання точка. Ты слышал меня? Бросай этот чертов сканер и возвращайся. Мені немає куди Некуда мне возвращаться, Герман. Відбій. Отбой. Погодите-ка. О, хабарчик. Найс. Ё-моё, как же радиация. Нычка, кайф. Ага, мне сюда. Так, на карта насколько огромная? Неплохо, неплохо. Ну, блин, кайфанем, кайфанем, я говорю. Иди нахуй, буржуй. Так. Да, привет, еноту еще раз. Якутия моя теплая, холодная Якутия, да. Ну, украинский язык хотя бы похож на русский. И как бы сохраняется вот эта вот атмосфера сталкеровская. А на английском-то вообще, наверное, ну, не та атмосфера. Поэтому, да, так оно и есть. Лучше с украинским, чем без него. А потом, когда и русская озвучка появится, будет повод поиграть и на русской озвучке. Может быть, даже заново. Нет! Так, говорят, скоро для сталкера озвучка будет. О, кайф. Те, которые озвучили Хогвартс. Бля, как их звать? Games Voice. Во, прикольные чувачки. Прикольные. Да. Ну вы это, ребята, есть еще это. Фоловьтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Я вообще всякие разные игры играю. Variety стример, так сказать. И телеграм-канал мне интересно. Еще обсудить там прочее. О, нифига себе, дирижабль. А сколько лет прошло с событий первого сталкера? Пока непонятно же, да? Пока инфы об этом не было. Болтов нет. Могила. Кладбище какое-то. Так, тюрьма. Любопытно. Так, надо похавать. Так, надо похавать. Консервы. Потом, когда консервы кончатся, можно будет и колбаски захавать. Солями. Все-таки колбаса с солями, наверное, это очень сильно такой соленый продукт.
Вредный, наверное. А как ваш ник читается? Нолан. Нолан. Ну, все произносят как не Алана, но... Ну и так сойдет. И надо тоже прохватывать эту игру. Ну окей, я зайду, кину 1000. А в Якутии реально едите лошадей? Так это же сообщение уже было. Привет, Емик. Изверги. Ну да, прям живу, ебашим лошадей, и убиваем, и кушаем. Ну вот прям. У меня тут на балконе сейчас стоит лошадь. Когда настроение плохое будет, меня убьет кровосися, знаете, я выйду на балкон и захуярю эту лошадь. Измазюкаюсь в крови, да. Там пройдет какое-то время, придется в душ зайти и там, ну, помыться. Потом я вернусь к вам. Ну вот, короче, постараюсь не умирать от кровосиси. О, нифига себе. Так что, блин, ребят, молитесь, чтоб меня кровосися не убил. Иначе лошади пиздец. Он смотрит на меня, эта лошадь. Блять, нахуй. Пятая лошадь за неделю, блядь. Я злюсь много, бывает. Сканер ставим. Так. Мне в ТикТоке попадается Панда Саха все время, он тоже был из Якутии. Да, Панда Саха из Якутии. Вот он живет в какой-то деревне. Или на дальних этих окраинах города Якутска. Да. В жилых секторах имеется в виду. И там, да. Ну, считайте на даче. Вам бы тоже следовало сделать такую игру. А вообще делаются, да. У нас, ты бы знал, как много игровых разработчиков. И все, ну как бы, на энтузиазме все делают. Вижу сканер, провожу регистрацию аномальной активности радиоэфира. Давай им в голову выстрелим. Не похоже, надо проверить. Рассредоточиться. Булат, вызывай центр. Центр, прием, твою мать. Внимание, мне нужен сталкерский КПК. Снайпер. Смачок. Нормально. Тактикульно, тактикульно, тактикульно. Все, хорош. Блин, а как же залутать? Я хочу лутануть их. Скиф, прием. Припой сдал нас. Слышишь? Как последняя сука сдал. Блин. Да за что? Сайганю еще. Заканчивай с ним и уходим. А мужик непростой какой-то. Не убил. Только не спойлерите, ребят, пожалуйста. О, на нас жрут! Ну ты чё? О. Классно. Сейчас им болт появится. Рихтер. Ти хто такий? Неплохой фейерверк, да? Ты еще кто такой? Ангел-хранитель. Невже? Лови болт. Болт?
Болт. На кой хер мне болт? А ты вокруг оглянись. Ну, вокруг аномалии, да. Кидай в аномалию, пока не перезаряжается. Беги. Понял? Поехали. Болт. То есть у нас главный герой такой до этого вообще не в курсе был насчет. Не, он неопытный сталкер, я сразу так скажу. Он так, типа, рафляной сталкер. Ладно, надо искать. Я уверен, тут где-то рядом есть ништячок какой-нибудь. Ну, как бы так. Ну, давай сюда прорвемся. Нет! Блин. А их... я не понимаю, насколько огромная у них зона. Блин, вообще. В любую аномалию. Хорошо. Да. Ну, бывает, что бывает. Чё. Уи! Все. Справился. Как настоящий сталкер. Подходи, поговорим. Ладно, погоди. А, ну, кстати, я прям рядом. Так. Спрячем болт. Угу. Знал, что у тебя получится. Ну хорошо, не знал, но надеялся. Как тебя сюда занесло? Без снаряги-то. Блин, а он прям похож на того мужика, который меня вырубил. Да долго рассказывать, слушай. Мне нужно одного человека найти. Не пощастило мені, якщо коротко. Не повезло мне, если коротко. Краще Лучше скажи, скажи, где я тут могу об Де я одном тут можу человеке про одну людину поспрашивать. розпитати? С поисками это в Залесье. С колдуном, барменом, местным. Потрындишь. Может он тебе чего и расскажет. А может и нет. Зависит от... Косой, ну твою же мать. Ёперный. Ну блин. Могли бы и в субтитрах ёперный театр написать. О матери там ничего написано не было. Игра на трейлере реально тут говно полное. Поросята. Да где, бля? Поросят не вижу, а графика охуенная. Глаза протри, братан. Так. Мне бы сыграть в эту игру. Деньги хватает. Ну, как тебе сказать? Крутись, вертись. Все получится. О, погоди, пистолет же у нас есть. Блин. Разряженный ПМ. А чё тут штаны протирать? Дуй в Залесье. И об этом всем ни слова, иначе тоже тут лежать будет. А кто его убил? Если вопросы, дай в темпе. Если тебя тут увидят, будешь потом со всей вартой воевать. Что за варт? Ти згадував варту. Это вообще кто? Охрана не час. Здоровенного института в болотах. Это официально. А неофициально почти вся зона под них ходит. Уверен, в Якутии не так много зарабатывают, и менталитет другой. Короче, лучше обходи варту стороной. И уж точно не трепись им обо всем этом. Угу. Так, о каких сенсорах ты говорил? Погоди, ты кто такой вообще? Слухай, а ти взагалі хто? Обыкновенный сталкер, когда-то проводником был, водил людей по дорогам зоны. Потом, правда, заблудился по жизни. Так что долго за мной не ходи, чревато. А о каких сенсорах ты говорил? Про які сенсори ти згадував? Це вартівська штукенція.
Приблуда Вартовск. И по черному ящику записывается все, что вокруг отряда происходит. Хорошо, хоть их выдают не всем. Попадет не в те в руки или еще хуже, в те. Лучше об этом не думай. Ты мне почему помогаешь? Да, я думал, просто добрейший души человек. А ты всегда помогаешь. Или я особенный. Цитирую моего вымышленного батю. Можешь чем помочь, сыну, помогай. Не можешь, не мешай. Так что давай, не мешай, ну или помоги. Тут неподалеку на почтовом мои ребята. Отнеси им пару аптечек, и дело добро сделаешь. Первый класс. Я стримить хочу, как начать, чтобы смотрел больше людей, как тебя, например. До меня смотрит 3-4 человека. А это ребята какие-то от енота. Да. Сам не пойму, кто такой енот, но обязательно к нему зайду. На канал. Енот ТВ называется у него канал. О, смотри, как бегаю. Как тиранозавр руками вот так вот. Ладно, я шучу. Вполне себе нормально бегает. Ну, почти нормально. Кто так бегает, плюс чат. О. Ништяк. Блин. Пока я не сильно покоцанный, поэтому лечиться не буду. Вайдун Фунгус. Здорово, Машум. Ты когда успел стать популярным? Да я хз. Буквально только что. Только что это случилось. Так. Ой, ща. Поисследуем. Информация о активных и доступных задачах всегда есть в КПК. Используйте П, чтобы открыть его текущее задание. Так. Не определитесь. Определитесь. Туда, обратно. Найти информацию о припою. Наш с Германом план провалился, и все из этого склизкого типа припоя. Хотя, нужно признать, одна точка из 3 действительно оказалась золотой. Но не для меня. Он сдал нас потрохами. Вот только кому? Этого урода надо обязательно найти и допросить с пристрастием, иначе сканер мне не вернуть. Теперь у меня ни сканера, ни артефакта, еще и по голове приложили так, что он до сих пор гудит как колокол. Герман исчез из эфира, придется искать ублюдков самому. Нужно разведать обстановку и найти место, где можно узнать о местных новостях и слухах. Ну окей, окей. Так, отчет о работе модуля сопряжения. Так, вот как работал сканер наш, который мы вставляли все это время. Так, старт процедуры под протоколу, фоновое излучение ПЗ обнаружено, насыщение 0,47 канал перехода сформирован, начало процедуры сканирования, фазовый переход, насыщение, так, опробирование по формуле Княжинского, обнаружена эмиссия на верхнем диапазоне ТАУ, проверка на синфазу, обнаружена синфаза Кайманова, процедура завершена. Обнаружена синфаза Кайманова, оператор. Следуй по протоколу особой инструкции ПС-07. Убедись о завершении процедуры. Не извлекай контейнер в полевых условиях. Устройство должно быть безопасно транспортировано в корпус ЛИА в особый отдел полевых исследований. Ну, есть такая мысля и маза, что, скорее всего, меня эти уёбки как раз таки опередили с этой темой. Они, скорее всего, ее отнесли вот в подобное место куда-то. То есть нам нужно искать ученых, скорее всего. Так, припой нас сдал. Слышишь, как последняя сука сдала? Прийом! Прийом! Скіфе! Це прибій нас там, чуєш? Як сука остання здав! Так, он за рулем был. Момент. Сообщение. Ну, нормально, уже нормально. Потихоньку обживаемся жирком, так сказать. И патроны появились. Предыдущие сталкера смотрим на графику, то так же выглядит. Ты нахера свой лут скинул в труп? Александр Бро, здорово. Не скидывал ничего. Я наоборот забираю.
Так, мост поломати. Посмотрим. Так, пойдем сюда. Угу. Это предвен долго и парит в воздухе. Блин. Дирижабль это? Да. Братство стали. Не иначе. О. Так. Нычка как раз таки рядом. Но давайте заценим вот эту тему. Выглядит как херня, в котором точно прячут схрончик. И выглядит как херня, в котором по-любому есть... Сталкерок. Ай, 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 змейкой, змейкой. Ай, тварь, ай, паскуда. Я хз, кто с кем воюет, но я воюю со всеми. Это теперь королевская битва. Так. Кто-то кого-то вальнул. Но я стрелял в этого человека, но он как будто бы ко мне не агрессивен. Я все это время пытался убить союзника. Ну ладно, он не сердится. Ему нормально. О, труп. Рядовой... А, это военные, значит. Хорошо. Сюда калашик. Блин. А? Нифига себе. Гордон Фримен. Рядовой Сидоров. По какому поводу? Что нового в зоне? Чему было сложно привыкнуть к зоне, так это звуком. Не знаю, что страшнее, тихие слипывания или вопли. Ладно, был. А, торговать. Барахла не держу. 700к. У меня нету. На Z, Дараба. Рад видеть. Ты по иконкам мискликнул и случайно запустил Escape from Tarkov. Да, чел с Half-Life. Нормально. Всегда приятно видеть знакомые лица, так сказать. ДБКФ, ДБК. Ты тут это. С людьми-то не ругайся. Че он тебе сделал? Угу. Это что? За что оскорбление? Хуйл, понятно. Ребята, расслабьтесь. А. Ладно. Ты идешь нахуй. Так. Вайпера? О, это же МП5, лол. Так, ну, вооружение изначальное, как в первом сталкере, по сути. Прочность на середине. Блин, клинить будет, да, все время. Вообще пиздец. Ермакова Елена, привет. Нифига ты опередил. Но я хотел только удалить сообщение. А почему Ермакова Елена вдруг ругается на Назета? Без понятия вообще. Боты, не боты. Ну, вроде народ залетел. Я во многие всякие разные каналы закидывал. Пост в начале стрима. Походу народу реально интересно. 105 онлайна. Так, ладненько. Блин, а что за экшен? Воу! Воу!
Кто? За что? Едрить. Их там трое стоит. На том берегу причем. А я на тот берег же не перейду, да? Блин, сволочь! Так, тихо. Перевязываемся. Парекс, привет. Блин, я не понимаю. Блин, что за суетологи вообще напали на меня? Че, успокоились, что ли? Блин, я попасть не могу. Шатает ствол вообще жестко. Ну, попадая в тело, но не в голову. О, по-моему, убил. Нет, побежал даже. Охереть, у них что, броня настолько крепкая? Их 4. Их 5, они множатся. Они прям там на месте размножаются, слушай. Сейчас 6 станет, наверное. Так. Вади Централ. Играть в России безопасно? Не знаю даже. Так, ну вряд ли всех посадят. Блин, сколько народу-то играть в эту игру. Дохерища. Привет, Леха, здорово. Да, неофициальная инфа. Ладно. Что-то они на меня полаяли и успокоились. Сволочи. Так, посмотрим. О, кстати, нычка рядом. Патрон дробовика. Придется вот так вот. Ё-моё. Какая же суета творится в этой игре, просто жесть. Блять, почему? Тешат биток, лол. Лежать биток. Погоди. Так, тихо. Блин, сволочь. Нормально. Ты кто? Жорик? Ща, погоди, Жорик. Надо залутаться, как бы. Так, разрядим и поднимем, пожалуй. О, Гашан. Не переживай, не расстраивайся. Так.
Так, это тоже. Сейчас заторгуемся с Жориком. О, вот, нычка. Творение и бейш обновление. Потом залетаю. Ну как-нибудь зайду, да. Не, ну я заходил, что-то там видел. Там. Я охерел, когда со мной в одной команде, типа, женщины были. Женские персонажи, типа, и... Ебать, что нахуй? Нихуя себе. Забавно. Иногда в арену брейкаут поигрываю. Но редко, очень редко. Так. Нычка, корысть на чердаке. Сексист, что ли? Да нет, это ну все равно, что как в Таркове или как вот в Сталкере увидеть женского игрового персонажа. Это удивительно. Причем тут сексизм? Это как, блять, если бы, ну скажем, в черепашках ниндзя вдруг появилась бы пятая черепашка, и она, бля, женского пола, нахуй. Я думаю, любой бы охуел. О, понятно, понятно. Работаем, ребята, работаем. Блин, как хорошо, что Машрум ты зашел. Так, я, пожалуй, с конца начну их банить. Это тоже люди от енота, насколько я понимаю. Блять. Чё так и школьникам, блин. Да. Осуждаю сразу и вот высказывание глупых долбоёбов. А, ну кстати, это походу это боты же, скорее всего. Блин. А, погоди-ка, а дата у них создания аккаунтов какие? А, так все 14 февраля создано. Ну да, это, блин, бота. Я поэтому и большому числу зрителей вообще никогда не удивляюсь. По большей части это всегда могут быть боты. Там просто один этот енот, блядь, сидит. То есть один шкил сидит и пишет сообщения от разных аккаунтов со специального какого-то такого программы. Так, это вот туда же, пожалуй. Так, ну этот 2 августа. Ну чё, как игруля? Привет, Ярус. Ну, пока огонь, пока нравится. Пока нравится. Пока нравится. Не буду врать. Чётенько. Не вылетала игра. Так, по-моему, все забанили, да? Так, туда же этого. Так, это нормальный. Предлагон. Тоже бот. Бот точнее. Ща, погодите, я тут чистку устраиваю. Ну все вроде.
Очень удивительно, что боты знают якутский язык. Не, вот это вот уже не боты, которые тебя оскорбляли. Вот это вот хуй знает. Бань смысла нет, наверное. Да не, нужно. По правилам надо. Вот самое, что забавно, те, кто тебя оскорбляли, это даже не боты были. Че это? Что, где? Да, да, это жестко, чувак. Обидно, да. Ну, что сказать. Бывает. Ага. Ну все нормально. Так. Проверка на взрывоопасность. Не, нормально, нормально. Не взрывается. Все. Так, вайпер. Неплохо ты им навалял. Не думал, что и кто-то из-за меня впишется. Тут такой режим минных буст встречается. Обычно в зоне мимо чужих проблем проходят, свои бы решить. Ты тут недавно, да? Меня Рихтер прислал. Мене до тебе Ріхтер прислав. Знаешь Знаєш такого? такого? Конечно, он с Косым нашим лидером пришел сюда. Он же раньше проводником был, так что эти места знает. Тож ці місця знає. Як і всі провідники, Ненот может быть на тоже шляху якут. він усім тобі допоможе. Вряд ли. Але Как и тепер все з проводники, тобою он тебе будеш всем поможет в зустріти. пути, но в пекло с тобой не полезет, хоть ты и тресни. Разве что пришлет кого, если повезет. Знаю, що нахабніє, Я знаю, але что наглее, но может ты мне еще разок подсобишь? Ну выкладывай. Ну кажи, що Что там? нас на котельні Нас четверо на котельной, тут неподалеку. четверо було. Ну было. Косой, Рихтер и я с Хмуром. Косой за главного. Рихтер ему помогал. А мы совсем недавно У групі в группе. нещодавно. Из Коси із Ріхтером Косой с там Рихтером знялися. утром куда-то свинтили, а нас с Хмуром эти бандосы напали. Я хоч встиг, Я это успел практически отступить, а вот Хмурый у них. а от хмурий у них. М. Не знаю, що вони там з ним роблять. Что они там с ним делать, не знаю, но едва ли с тушенкой с ножа кормят. Надо его освободить, ну и Ну урок і зволок этих цих перебити. Хмурий віддячить. урок этих перебить. Урок. Хмурый в долгу не останется. Ну ладно, погнали, погнали. візьмусь. Що, дійсно? Мировитий мужик. А почему ты думаешь, что он из Украины? Что правда мировой ты мужик? Слушай, я тебя просто так туда не отпущу. Там усе, Не що думаю. потрібно. Там все, что нужно, волына, патроны, все как полагается. Что не потратишь, будет твое. Только Хмурого не бросай, ладно? Тільки хмурого не кидай. Добре? Так, добре, добре. Ща. Мгм. Прикольная тема. Чекнул. Отмечено, что из Украины. Да, может быть, провокатор. Но как бы то ни было, такое, конечно. Ну, как правило, частенько провокаторы бывают оттуда, да. О! Stay away. Как думаешь, написано лепили на MetaHuman? Не буду обращать внимания, да. Не стоят они обсуждения. Нам не знаю даже. Да как будто бы и да. Смотри, как лицо он двигает.
Вспоминает, как утром покакал, улыбается. А потом вспоминает, как он подтирал сухой, сухими листьями. И уже не особо улыбается. Так, ладно. Угу. Геморрой не улица. Да. О. Так, 16 патронов. О, схрончик. О, это же вертолет. Блин, надо действовать быстро. А, блядь! Ебанутая собака говна. Боже, нахуй мой. Испугался, обосрался, можно сказать. Ну як, дістався? Лежит просто собака, прикинь, Та спит намагалась. в луж. Зона, ты уж аккуратней там и постарайся Хмурого не задеть, ладно? Он хоть и сукин сын, но свой. Да. Он хоть и сука, но наша сука. Стремно с фонарем ходить. Почему-то я верю, что... Я воду выпил. Это не водка. О, казаки. О, минус радиация. Балдеж. Теперь поддатый. Привет, кирпича. Да, стал второй. На какой сложности играешь? Максимально? Ветеран? Как не прибил-то? Забрал. Чисто. Сектор. Оу! Было близко. Вентили, ёб твою мать. Ты чё нахуй? Не проснулся, что ли?
Мудила, блин, не попал в меня в упор, капец. Повезло, повезло. Тёма косяк. Ну, блин. О, в шею, в лицо попал. Прикольно, что следы остаются. Это прикольно. Это прикольно. А, погоди, а патроны тип сменить? Нет, да? Так, ну, обрез есть, хорошо. Можно работать. Так, я бы не понял. Можно было даже по цистерне вальнуть. Твой хабар, мой хабар. Вот так вот. Ну что правда, то правда. Теперь их хабар, мой хабар. Ха, стоит, блин. А я ж по окнам как раз таки стрелял. Мог у тебя убить, придурка. Приглашение для Вована. Вован, ля, не поверишь, какую хату тут пацаны забацали. Сипова положили, конечно, когда прошлые жители того, ну, выселяли. Но он так и нудный был. Так что на поминки заглядывай. Сообщение пока глушака. Глушак, варан, нашли этих ушлепков. Один съебался на почтовое, а второй не успел. Вентиль повязал, можно грохнуть обоих. Сначала узнай, где бабки, а потом грохай. А не как в прошлый раз. Понял. Угу. Сидорович на месте? Ну, не знаю. Пистолетным... Надеюсь, что да. Так, взять все. Угу. Так, оружейные аксессуары. Прикольно. Угу. Все. Не зря сходил, можно сказать, не зря сходил. Ну, і хто тебе прислав? О, земляк. Ну и кто тебя прислал, Рихтер или этот выпердыш Жорик? Жорик, я тебя переживал, между прочим. Жорик просив тебе врятувати. Жопу он тебя попросил мне ему вытереть. Или ты думаешь, что этих урок тут выбросом надуло? Жорик на свалке крупно проигрался и думал, его не достанут тут. И не ошибся, сука. Его-то как раз таки и не достали. Чё смотришь? Награды ждешь? У бандосов поищи. Скажи спасибо, что они мне хоть комбез оставили. Хотя погоди. Детектор не забрали. Западло им. Видишь ли, самим в аномалии лазят, эти артефакты забирать. Проще вального на выход и ограбить, уроды. Детектор отклик тоже сойдет. Да, детектор у меня есть. Детектор у мене вже є. Поздравляю, теперь 2 будет. Тебе что тут? Универмаг? Ладно, ладно. Там пищи рюкзак мой, поищи в нем полезно. Надеюсь, чего твое будет? Ну ладно. Договорились. Спасибо, что помог, сталкер. Но не рассчитывай, что если сам попадешь в беду, кто-то за тебя вступится. Умрон Мурова. Ну що, сракова хата, дуй сюди! Сракова хата. Ти навіть не уявляєш, який я радий. А ти давай приходь, ну щоб я краще уявив. Да. Угу. А, вот, заходи, не бойся, выходи, не плачь.
В смысле? Так, надо хорошенько похилиться. Похушать. Блин, да, прикольное место. Хорошо сидели. Я забываю, что R можно нажать. Ну, так-то тут может быть артефакт есть. Кстати, нормально так аптечек у меня. Ёп, твою мать, жарко. Взял. Лира. Так, что за артефакт такой? Сопротивление кровотечению, вес. Ага. Малейшие колебания заставляют строить девитное образование. Блин. Ну, кстати, 7 с половой стоит. Неплохо. Какой-то начальный капитал уже есть, считайте. Мать твою. Падла! Иди нахуй! Да, это было жестко. Боты ушли. Ну, заебись. О, Захар Ёж умер. Захарёж. Вот я правда вообще не понимаю такого движения, блин. На кой хуй мы это делать вообще? Ну, типа, ботов там что-то крутить и так далее. Вообще не понимаю. В чем профит, в чем прикол? Сталкеры хуже московских вип-таксистов зарабатывают. Да. Не, ну это не рубли. Тут купоны это считается. Типа какая-то особая валюта на зоне. Дети же. Так они познают мир. Отвяжись от меня, Кирюха мелкий. Ёб твою мать. О, чё, можно сидеть у костра? Ля. Не, ну это зашибись, это зашибись. Это хорошо. Интерактивности добавили. Так, что еще можно делать? Я надеюсь, в каком-нибудь баре я смогу сесть за барную стойку или что-нибудь типа того, знаете. Так, патроне. Так, тут Кирюха мелкий где-то отъехал, непонятно. Взорвался еще как-то странно. Слегка фонит, если чё. То ли взорвался, то ли он выстрелил. Кровосися? Блять! Я их уже по звуку узнаю. Блин, гандон, сука, пойду лошадь заебью. Шучу.
Сел у костра, рассказываю анекдот. На следующий раз. Привет, Дон Станислав. Ну вот сяду, в следующий раз расскажу анекдот. Я, кстати, сохранился вроде. Или нет? Или да? А, да. Так, хорошо. Кровосиси, значит. Тогда переходим на автоматический режим стрельбы. Так, перебинтуемся, чтобы full хп себе поставить. И пойдем. Да охуеть, он резкий. А ничего не сделаешь. Ну хотя разве что... Ладно, сейчас попробуй кое-что. Привет. Давай, мистер Хищник, где-то. Блять. Да охереть, кровососы вообще конченые стали. Блин, не клинь, пожалуйста. Да живешь, капец-то, конечно. Блин, а сколько он должен впитать-то урона, чтобы умереть? А вы-то его как видите, я вообще не понимаю, где он. Да блять, говно, а не пушка, пиздец, заклинил опять. Попал. Господи. В 3 лица пытались его убить нахер. Господи. Вам не кажется, что этот кровосися на перекачивание? Что-то вообще жесть какая-то. О, Кирюха мелкий живой.
Мужик, ты что тут делаешь? Снаружи мутанты рыщут. Вали отсюда, из-за тебя меня на куски разорвут. Тварь мертва, спокойся. Я разобрался. Мутантом. Я один, да. Оце Вот это пронесло. Спасибо, что не кинул. Ось, тримай. Вот возьми мелочь. Но больше у меня ничего нет. У мене нічого немає. О, спасибо, что на электронный счет не перевел. Почему не помог с мутантом? Чому не допомагав, поки я розбирався з мутантом? Боялся все патроны потратить. Вдруг после него ты бы на меня накинулся. Я ж тут недавно, я уже уже навидался. Первый напарник меня кинул и сбежал, а второй чуть сам не пристрелил. Как оказалось, надежность людей в зоне намного меньше, чем артефакты. Ладно. А сам что тут делаешь? Що ти тут забув? Я шел на юг, хотел плоки пострелять, потренироваться. Это моя первая самостоятельная охота. Новичок. Но ведь рано я залезть это сунулся. Лучше вернусь еще. Опытных послушаю. Узнаю побольше по опасные места. Давай, бывай. Піду я, поки ще хтось не напав. Ты прав. Нужно свалить по добру, по здорову. Спасибо, мужик. Выручил зеленого. Давай, давай. Прикольно. Такой, типа, маленький квестик, ивент. Курятник пустой. Если... Так. Деревня какая-то. Так, я сюда за схроном уже приходил. Вроде правильно смотрю. Да. Витя Гриб. Это ж надо было детектор сломать. Вот непруха. Так, они здесь за артефактом, насколько я понимаю. Так, про що це? Кажется, вчера мой день рождения был или позавчера. Прожил и ладно. Так. Памятник с кровью. Консерв. Кушаем, кушаем. Новички сталкеры разрабатывают хуже, чем эконом-таксист в отделенных. Ну я же говорю, да может быть КПК Влада Ясного. Ну-ка. Миха, что-то я замахался. Идите без меня. Перевяжусь после статуи и подойду как смогу. То ли крови много потерял, то ли статую типа шевелится. Чего, блять? Кровосися тут сидел вот так вот. Прыгнул на этого чувака и закушал его. Дедукция, ребята, дедукция. Сразу построил как бы это сказать, сразу восстановил события, произошедшие здесь. Да. Теперь ясно. Ясно. Блин, кстати, перевес не за горами. Он уже, по-моему, случился. Окей. Ладненько. Так, ну схрон.
должен быть где-то тут. Это же не он, надеюсь? Нет, не он. Так, поближе посмотрим. Так он вообще гибло чаще. Понял. Так, давай-ка на схрон пойдем. Сейчас дома чекнем. Вот что-что, но в сталкерах прям, ну, заниматься исследованием это вот прям нравится. Так, тихо. Так, тут вроде ничего нету. Кровосиси любовался архитектурной скульптурой советской эпохи. Да. Надо бы что-то прям мощное себе заиметь. А то сражение с этими кровосисями прям безумно жесткое. Не, ну ты видел, блин, в 3 сталкера кое-как справились с одним кровосисей. Это еще при том, что этот кровосись это как будто бы, ну, особо-то и не нападал он. Он просто сидел там, ну, где-то в кустах, бегал туда-сюда. Если бы он еще и нападал, убивал нас, мы бы вообще там полегли бы все. Он бы и сам лепил до радиации. Блин. Бэм! Бэм! Блять! Сукин сын! Это плохой человек. Сталкер. Бандит. А? Что? Плохой интернет-то? Не знаю. Да вроде нормальный. Но я ничего не могу сделать. Ну. Угу. В предыдущих частях можно было по фразам понять. Ну, кстати, да. Да и тут со временем поймем, я думаю. Кто есть кто. Не, а так вот, да, как бы бандиты по-быдляцки говорят. Прям, ну, реально быдланы нахуй. А вот эти, ну, что-то чуть по-другому, типа. Не фул быдланы, а слегка так. Как-то иначе базаре. О, ты-то мне и нужен.
Блин, радиоактивный туалет. М. Водочка. О, патроны. Да, ныкали нормально так. А тут какой-то ништячок вроде бы. Или нет? О. Вижу шов. Так. Типа по кускам строили этот дом. Вот раз, так идет. Кусок с дверью. Потом стена вот это вот. Окончание дома. Так, кусок с дверью где кончается? Во, вот он, вот он. Вот он. Вот он, родимый. Потом начинается кусок. Ну, это стена, типа как-то. Ладно, нормально. Ауч, радиация. Так, вроде бы вот этот дом еще надо. Ледь просоння не вистрілив. Сиамские сталкера, боже мой. Що хотів? Все. Разу же. Смотри-ка, обрезы, пушки покупать не хочет. Щасти. А мама Виталик Кулак. ходи до Говори води. з головним. Зараз би такі сюїти на гітарі мужикам лабав. Так. Ё-моё, как фонит, просто жестко. Так, погодите. Так, еще. А, так я до схрона не дошел уже. Блин, вот у меня, конечно, память. Что-то вот тут, потом пострелялся. Ну да, стрельба как-то сбила меня с пути. Блин, странный туалет. Интересное место. Да ладно. Подземелье какое-то. Там чел валяется и калаш там. Так. Переходим на автоматический режим стрельбы на всякий случай. Ну ладно, прыгаем. Йоло. Ну, как бы я думал, что он умер не от падения, типа. Я думал, сейчас упаду туда вниз, перекачусь там. Капец, я прям ноги себе разбил. А может быть, кстати, и смогу. Я не full хп был. Да. Полян жижа.
Блин, жирный Колян. На кого ж ты наш покинул? Так. О! Оно. Все, кайф. Так. Надо водяра дрябнуть. О, балдеж. Ну все, пора выбираться из этой жопы. Че это? Крысы? А, блядь, больно нахуй. Фу. Все, все. Охереть. Вот уж крыс я тут не ожидал встретить вообще. Ну, в игре имеется в виду. А есть они. За один глоток себе бутылку пьет. Ну, типа да. Блин, вот вообще, типа, кто разбирается в вопросе этом? Насколько это правдивая тема, что, ну, как бы, Стасян Жижа связанный мертвый. Володя Слесарь. Насколько это, ну, тема, ну, правдивая, как вы думаете? Что водка, она снижает радиацию? И как это вообще работает, в принципе? Может, кто-то сможет пояснить этот момент? Может, есть такие люди, которые шарят в теме? Ну, тема из разряда, ну, блин, водка, лол, она же это, спирт, она ну, обеззараживает, все херня, ну, как такое, типа, блин. Я думаю, как-то иначе работает. Old School, здорово. Это новая игруха? Да, да, это совершенно новая игра. Второй сталкер это. Биосацума Кодан. Имена, похоже, нейросеть генерила. Возможно. Здорово, класс. Здорово, здорово. Скифе. Скуфе. Водка не воет радиацию. Угу. А какой-то, ну хотя бы эффект снятия может быть хотя бы каких-то негативных не эффектов, а как иначе будет сказать-то? Каких-то негативных, может быть, это симптомы, может, снимает какие-то плохие. На Дальнем Востоке живешь? Да, я из Якутска. Из города Якутска. Скорее притупляет восприятие. Ну, наверное, да. Блин, эпичное место какое-то. Ля. Так, ребята. О, 8-я смерть. Мне какая-то херня засосала, вообще не понял. А, тут еще и артефакт есть. Но не мудрено, в принципе.
Забирай! Ну забирай, ебаный рот! Ты прикалываешься? Интернет пишет, что наоборот усиливает негативные последствия. Понял. Откуда тогда вообще пошло тема с водкой? Просто какой-то шутняра типа такой говорит: прикольно будет убедить людей в том, что водка, она убирает симптомы или там, не знаю, типа лечит от радиации. А потом чел такой в надежде, что ему полегчает, делает это и потом отъезжает. Медуза. О, я знаю Медузу. Она что-то, по-моему, пулестойкость добавила или типа того. Да, физическая защита. Нормально, нормально, нормально. Но радиация дает, поэтому вообще не буду пользоваться. А почему батон не снижает радиацию? Потому что это хлебобулочный изделие. Ты чё, ёпт? Как может хлеб бороться с радиацией? Ты чё, дурак, что ли? А водка, ну это же водка, блин. О, ключ надо найти. Так. Ну, место интересное. Слушайте, мне надо найти какой-то крутой ключ. Есть полученная доза облучения, это когда ты ходил вблизи фонящего места, и второй барик, это когда ты наглотался, надышался радиоактивных частиц. Они сидят в тебе и фонят. В любом из вариантов радиация действует как нанопулемет, который простреливает тебя насквозь и ранит твои клетки. Как тут может помочь водка, я хз. Уберкласс снижает меньше радиации, чем водка. Уберкласс. Ну не зря приходил сюда. Ослабит организм. Угу. Ну иммунитет даже, скорее всего, ослабит. Ну вот, типа в этом прикол. Типа иммунитет не будет бороться с повреждением организма. И все только хуже и хуже будет становиться. Да. Блин, вот в это место хочется прям пойти. Прикол хотите? Я вдруг понял, что это, ну прям такая. Короче, не казуальный сталкер. Быстрого перемещения, кажется, тут нет вообще, в принципе. Александр Бро. Я тоже с Дальнего Востока, с Благовещенска. О, привет, Благовещенску, из Якутска. Привет, привет. Ну, я думаю, у нас время примерно одинаковое. Сейчас у меня 6 вечера. Гляньте, интересное место. Вообще, ну, в этим... Слушайте, короче, новый сталкер справляется со своей работой. Именно по атмосфере, вот это вот лутание, вот это вот... Тихо! Бля! Тихо, 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 тихо. Мне какой-то подсос убить пытается. Я его вальнул? Нет, не вальнул. Это, конечно, было бы вообще интересно. Не, покажись, вальнул. Я ему в голову как будто бы дал. Звук такой был характерный. Вот типа. Не вальнул. Ну ты даешь!
Блин, слушай, я тоже так умею, давай. Хватай, блядь. Она упала вниз. Хватай, бля. Хе-хе-хе-хе. У-у-у! Не-н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 е. Да в смысле она взорвалась в воздухе? Все, последняя РГДшка осталась. Пиво выпью. И погнали. Бля. Ебать. Там еще сзади пацаны были. На ветеране проходишь? Там мутанты супер жирные. Да, жирные. Я это прям ощутил. Мне кровосисью-то пипец как долго убивал. Сложно. Ну, кстати, давайте, раз уж это такая, типа, тема. Угу. Все. Так, ну надо с глушака как-то попробовать. Блин, тут аномалия. Водичка. Еще варик, это проглоти горячие альфа-частицы. Они не простреливают насквозь как пулемет, но варят твои клетки как мясо в котле, отравляя кровь продуктами распада клеток. Добавить еще в кровь нейротоксина водки. Ну такая себе помощь. Понял, понял. Алкашам только дай повод выпить, так сказать. На нахуй. Я убил, что ли? Нет. Не, ну в голову дал, но он не умер. Он думает, что я все еще там. Блин, искусственный интеллект у челиков прикольный. Вроде завалил. Пройдемся по периметру. А я где 100 зрителей? Это боты были? Да, какой-то школьник развлекается. Там, короче, один школьник сидит и со 100 разных, ну или с нескольких аккаунтов пишет сообщения. Не знаю, зачем этим занимаются школьники. Ну, такова правда. Поэтому я как бы особо не обрадовался большому количеству зрителей. Было, так сказать, понятно.
Ну, точнее, была такая все-таки вероятность, что это какой-нибудь шкильник. Все, заебашу. Closed area, stay away. Ау. Сколько эта водка стоит в игре? Надо глянуть. Я хз, где он? Ну так на скидку кину. Бля. Да ёбана. Я не пойму, это военные, кажись. Он какой-то военный объект притопал. Мать твою. Бля, прикол. Да ты нахуй ебанутый! Какая нахуй консерва, братан? Блядь! Ты чист нахуй! Бля, иди нахуй! Господи. Напряженные бои, ёпта, блин, в натуре. Справились. Ебать. Скольких я убил вообще? Так, а водка 145 купонов стоит. Не знаю, купон, ну, к чему эквивалентен, но... Так вот. Наверное, сумка, ну, сумма не маленькая. Так, где я тут солдатов завалил? Вот они. Фу, хорошо. Ох, чувствую, я что-то на этой военной базе четкое найду. Что-то найду. Рассчитываю на хороший ствол, прям нормальный. Может быть, винторез. Хотя вряд ли. Но что-то вот такое, типа с оптикой, было бы вообще прекрасно.
А может вообще и этот найду какой-нибудь аксессуар для автомата. Или пистолета. Что прицел годный был. Угу, угу. Ебать. А территория-то не маленькая, я вам скажу. Не маленькая. Слушайте, это кабанчики. Спрятался. Так, ладно. Ща я его жахну. Блин, фюкает. Хе-хе. Кастрированный, что ли? Давайте сюда. Идут, нет? Ладно, вряд ли. Блин, какое-то крутое место. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть пробитие. Блин. Вот где-то вот тут тусуется. Лучше бы дробаш с барабаном. Да я бы рад. Найдем, возьмем. Нет, так нет. Да, иногда все-таки тут баги всякие разные есть. Вот тени как-то некорректно работают. О, звезда. Падающая или типа того. Видели? Прикольно. Ёб твою мать. Я попадаю, нет? Лучше медика стреляющий гранат. Да. Было бы славно. Ладно, давай. Ща пульнем разук. И убьем его. Ну, разок не получилось, но убил. Главное, убил. Хорошо. Туда вот еще надо пойти. О, чел! Это кто такие? Враги? Нет? Бля, не понимаю. Непонятно. Враги, не враги?
враги. Окей. Оно, блядь, оно. Кого я завалил сейчас? Леона. Ой, сюда, сюда. PS3, слушай, ну это прям хорошо, хорошо. Физзащита просто едрить. Все, я в ажуре, нормально, все, нормально. Все четко, ребят, все четко. Ой, и сюда, сюда. Красота. Но у меня потихоньку перевес безумный начинается. Так, все. Выбрасываю. Или давай в труп засуну. Так, дробовики, я думаю, не так много стоят. Поэтому... Куртку новичка... Ну, пока выкидывать тоже не буду. Я думаю, тоже что-то стоит. Но ништяк, ништяк. Уже обзавелся неплохим эквипом. Блин, но все-таки перевес безумный. Автомат выкину. И это выкину. Вот это вообще супер плохой. Так. Это еще как-то более-менее. А тут нету кнопки... А, сортировать. О, класс. Всё. Чиловая игра. Хорош. Угу. Вертолет. Так. Пойдем вышку заценим. Че это за шо? Так, а из чего он стрелял? Блин, автомат вниз упал, видимо. Ладно. Когда сироп поедим. Мне кажется, что это что-то какое-то сюжетное место все-таки. Сюда мы должны прийти, скорее всего, но типа очень-очень поздно. Ну как очень-очень поздно. Но не сейчас точно.
ЛПСФ. Слушайте, вполне себе рабочий вертолет. Нормально. Так, ничего. Танк. Рабочий танк, БТР. Блин, с одной стороны место как будто выглядит заброшенным, но с другой стороны это и нет. Так, ща. Агент 007 приступает к выполнению задания. Так. Так, он идет сюда. Блин, их много. Ладно, давайте. Ну, тоже, да. Все. Справился. Угу. Знаете, что я вдруг понял? Что сейчас какая-то такая типа херня идет, что, короче, провоцируют людей на всякие разные осуждаемые типа высказывания. И после этого вкидывают жалобы. Интересно, может ли он через программу там вот эту свою типа вкинуть очень много жалоб типа с аккаунтов ботов или нет? Наверное, может. Иначе в чем, ну, какой смысл был бы всему этому? Да блин. Но здесь как будто кто-то хрюкает и рычит. Они сюда не заходили из-за того, что тут где-то мутант ходит. А много? Ой, хорошо. Блин.
А место такое прям свежачком. Гарнир. Так, хрупкая. О. Не открывается. О. Консерва. Сгущеночка. А как осмотреть вещи? Q, описание, сортировать. Q. Понял. Это и есть осмотр. Я думал, можно взять в руки и типа крутить. Смотри, блин, жалко нельзя. Блин, недоступно. Ну да, тут что-то прям сюжетное. Может не может, ну его нахуй забитый на тебя. А вот вроде Мэдисон сразу реагирует. Ну вот видишь, все равно же старался человек провоцировать. Как бы то ни было. Видимо, похуй. На кого главное, чтобы он из территории России был. Такие дела. К сожалению. Да. Скорее всего, потом можно будет сюда подняться. Прикольно, так мозаика нарисована. Типа, выглядит как пиксель. Ладно, пошли отсюда. Будем дальше двигаться по сюжету. Не банят? Серьезно? Может, модеры еще не заметили его? Хотя, может быть, он... Не знаю. Короче. Ладно, забей. О. Чего, блин? Так, какой-то солдат палит меня. Вон он идет. И нет его. Интересно. ЛПСФ. Вижу. Ебать, их много. Блять. Блять.
Да, блядь, подменить анимацию-то никак нельзя. Ну, слава богу, можно. Капец, у меня патронов дефицит. Фу, хорошо, нормально. Прикольно. Повоевали. Так, стоп, их куда больше же было. О. О. Блин, хлебушку блин, я могу прям это продуктовый магазин открывать. Хорошо. Я бы в зону толока на интернет провел. Да. А потом раз, аномалия. И ты имеешь доступ к интернету северных корейцев. Или еще чего. Он, короче, такой аномальный, типа, знаешь. Что было бы безумно аномально? Я даже не знаю. О, я понял. Ты мог бы общаться с мертвыми людьми. Типа чатишься там с кем-нибудь. Хотя это и сейчас возможно. Берешь, общаешься с нейросетью, например, Тисака какого-нибудь. Еще кого. Wi-Fi раздавал бы за 10 рублей. Ну, кстати, ценой не душишь, нормально. Цена приемлемая, я бы даже сказал. Так. Несколько автоматов с собой прихвачу и пойдем. Я не такой. Тот, который нормальный. Ну, блин, где-то же был. А, вот он. Так. Ну, не сказать, что херово стоит. Все, пойдем. Можно уходить. А, подождите, тут есть хабар. Плохо спрятана нычка. Все, понял. Пистолет с куфа.
Так, мгм. Плохо спрятанная нычка, серьезно? Я его вообще не вижу. Блять, солдат прибежал. Откуда он? Всё. Блин, он живой еще что ли? Да умри, лол. Хм. Вот он где-то вот тут вот прямо. Барсак. Пойдем отсюда. У меня одна теория появилась насчет сталкеров. Вы это видите? Аномалия. Это видно на стриме? Поплыл. Все не алименщики. О, да, скорее всего, не алименщики. Это зона, братан. О, и нету. Блин. Аномально. Надежная нычка. Потопали. Ой, какое место. Вот сюда зайдем. Так, давайте начнем оттуда. Туда, потом сюда. Вот, в этот дом. О, машина. Так, чувствую, будет артефакт. Не?
Да, есть. Где-то тут. Не, в обратную сторону. Аномалии. Так, он, значит, где-то там, наверху, посередине. Артефактыч. Нет, он даже не так. Где-то вот тут, что ли? О! Схрончик. Блин, что за экшеновая музыка? Животное какое-то. Ой, бля, тушканчики. Смотри-ка, умные какие, обходят. Аномалии-то обходят они. Ну, не все, конечно, но часть из них прям такая. Это либо молоко, либо сгущенка, непонятно. Вон. А, сволочь ушел. Блин, ну тушканчики есть. Блин. Ну где они? Я просто шуметь не хочу особо. А? Да. О! Так. Что это за херня? А, господи, я подумал, что это за... Типа... Темный дымок, а это, кажется, от генератора идет. А, так я вернулся в этот. Блин, я понял. Ё-моё. Так, погодите, а что за прикол? А где артефакты? Все-таки. Он вот где-то тут, но немного не тут. Вот наверху, что ли? О, пещера. На жопе крест поставили. Ты чё, Илюха Мэдисон был? Опять он рисует, тут ходит с ножичком. Угу. Но я его ошибку повторять не буду. Не. Да.
Так, идут зарабатывать денег, чтобы платить алименты, а те, кто становится зомбака, вспоминать про дочку и повторять фразу «любит, не любит». Дочь, доченька, какая большая стала, скоро повернется. Не любит ли, любит, любит, не любит. Я вам про жену, которая падает с стола на развод. Свободовцы убежают алимент. Интересная теория. Ну, всякое, да, думаю, может быть такое. Ну, не все поголовно же там, типа, прям паблик убежим от алиментов, типа. Вот, ты тоже, да, да, я тоже. Че там у тебя, как вообще, сколько детей? Да хера, да, мне тоже. Welcome! Но бандиты всегда ищут лохов. Грейнгор, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. От души. Добро пожаловать. О, симпатично. Не туда. Так, но... Так, схрончик. А, тут аномалия. Чисто. О, неплохо. Хорошо. А, я все забираю. Забываю все время, что можно нажать букву R, и тогда он забирает все. А долговцы это те, кто уже уплатил долги, пытается обезопасить зону для других элементчиков. Ну прям супер ровные ребята, получается, долговцы самые. Да, Бэрмонтона, когда-ка, посмотри. Удалить метку R. У монолитов просто кукуха улетела. Тоже такое бывает. Да. Интересно. Молитвенник такой. Или как это называется? Так. Тут прям такой маленький городок. Вот как раз к этому подошел. Ну, как будто бы если спрыгну, обратного пути нет. Ну, а зачем по себе спрыгивать? Высоко же. Пойду-ка я лучше в обход. Я ж не дурной. О, как раз вот сюда вот. Выглядит славно. Как будто я тут смогу обживиться ништяками. Ага. Так. Хочу кое-что попробовать. Понял. Ну, я думал, зависну в воздухе, ну или там оно замедлит мое падение.
А это выверт. Или что-то в этом роде. Вывернуло меня. Где? Это чат. О, аномалия не иначе. Но как игра, как впечатление. Но это честный сталкер. Это честный сталкер. Пока никаких косяков не заметил. Ну, в плане... Ну, в плане того, что все вот боятся. Какой-то экстремистских типа материалов и тому прочее тут вообще нет. Ноль. А по поводу украинского языка. А, блин, тихо. Нормально все по поводу украинского языка. Звучит вполне себе окей. Главное, атмосфера особо не портит, ничего нет. Просто, конечно, дело в привычке. Тут, короче, ну, я честно говорю такую тему, то что с этим все окей. Тут как бы не такая, типа, штука идет, как пытаюсь усидеть на двух стульях. Я вообще политичный человек. Сюда. Противогаз крутой. Хуя. Да, да. Ну, я играю на высокой сложности, поэтому мутанты тут крепкие. Чтоб не спойлерить себя. Понял. Но я как бы поэтому и занимаюсь тем, что практически хожу тут, брожу. Еще особо не иду по сюжету. Так. Блин, смотрите, как красками яркими заиграла жизнь, когда мы выпили водочки. Ля, какая красота. Жизнь кайфовая. Так, а что они тут интересно? Наверняка что-то охраняли. Но не просто так же они тут расположились. Жизнь с наркотиками, без наркотиков, да. Ну говно. ПТМ. ПТП. ПТП. Ну ПТП полное говно. Ну, кстати, да, давайте-ка я, пожалуй, автоматик возьму все-таки в руки, потому что патронов на него много. Может, вполне себе. Так, тут, походу, что-то есть.
О, кто-то энергос оставил. Атмосферненько, ну глянь, картинка прям. Хорошо. Ладно, пошли. Да вот. По-настоящему как будто, да? Угу. Это свиноферма на кордоне, что ли? Или темная долина? Ну, кстати, я насчет локации, типа, особо не понимаю. Вот что, где, что. Ну, вот это, наверное, Припять. Это может быть ЧАЭС. Не знаю. Это выжженная земля. Горелый лес. Ну, не думаю, что это прям какая-то новая зона. Ну, то есть они сделали новую зону. Скорее всего, и будут какие-то эти знакомые локации, да? Но я пока сориентироваться реально не могу, где я нахожусь. Возможно, вот это стартовое место тогда такое. То есть свалки я, по крайней мере, не вижу. Свалки я не вижу. Хотя, может быть, вот эта свалка. Это же все-таки, ну, видимо, если по времени событий смотреть, это, ну, спустя до хера лет. О, ровно, ребята. О, лут. Надо брать. Здорово, мужик. Давай поторгуем. Так. Блин, а он ничего покупать не хочет особо. 700 бачей у него есть. Ну, может, давай хлеба ему продам. Да, все. Весь хлеб. Немного водочки. А, если бы я всю водку тогда. А, не? Хм. Странные цифры я вижу. Детектор отклик. Детектор отклик он ценит. Артефакт. Не, ну я... Тут, короче, такая тема, как в этом, по-моему. Как в ваниле примерно. Хотя, короче, это ну, максимально невыгодно. Только торговцы будут платить большую цену за востребованный товар для них, типа, и так далее. Короче, этот хер ни хера не хочет, поэтому он как бы и цены такие ублюдские ставит. Ай, блин, говно. Минус 48 купонов, да. Угу. Неплохо. Кто, кого, блин, что? Какая собака мне стреляет? Бля, вы что ли? А чё не сагрились на меня? Это типа ваш хабар или что? А, нихера себе. Реально?
Это обидное слово. Запрещенное слово. Видимо, кто-то обратился в службу Твича и запретил это слово. Что это за слово? Особенно, наверное, для тебя. Почему это? Блин. Ну и предъявы пошли. Ты обидчивый. Ну да. Жителю Якутска обидно, что его называют этим словом. Ну да. Ну поэтому и странно, что ты говоришь, что я обижаюсь я. О, КПК новичка. Монолитовцы? Я на Лизисе позже подтянусь. Дух переведу. Кажется, тут кто-то есть. Вроде бы ушел. Тимур Молчанов. Монолитовец. Тише, не бойся. 9. А монолитовцы они вообще как? Ну, то есть... Они-то люди, да, понятно, но... У них же вообще искаженное сознание, да, по-моему? Они нихуя никак, ну, не как люди думают. Ну, в плане того, что... Они же вообще конченые, типа, да? О. Схрон на холме. На крещенном холме. А. Да ладно. Другое дело. Вот это можно взять. Я все больницы тоже на восприятием сидят. Дождь холодной водой сварить, пытается сварить. И думаю, почему не варятся. Ничего себе. Ты прям наблюдал за такой темой? Как это прям происходит? Жуткое зрелище. Если вдуматься. Знакомый работал в Дурке. Ну это жестко, это жестко. Вспоминаю финал ТЧ, когда тебе в саркофаге обращается Сидорович от имени Монолита каждые 15 секунд. Вот так монолиты и живут. И потом раз и тишина. Да. Ну красивая игра, ну сказать. Так, а почему? Короче, эти аномалии, видимо, тут реально максимально рандомно расположились. Типа, ну, зачем они тут? Аномалия электров срата по сравнению со старым. Электро. Не знаю даже. В смысле?
Так я ж тут бывал, не? Ну, вот этот схрон имеется в виду. Так я его убрал. Блин. А, блядь, да ну нахуй. А, твою мать. Да что за говно, блин? Это как это работает? Ну это такое прям. Ну, врагов вокруг нет, только ГГ. Ну, главный герой еще и разговаривать умеет. Как туалет расковыряла. Или стример. А, да. Похоже. На собак похож. А ебать копать. О, колбасыч. Блин, нормально. Колбаса намного круче, чем... А, не, консерва лучше. Колбаса не так много жизни... Ну, что-то поменьше жизни восстанавливает, чем консерва. А, нет, блин, я случайно антиродина потратил. Так, ну, это место, оно, чё, кем-то оккупировано? Ну, тут боятся стычек. Точнее, ждать стычек или нет? На самом деле, я хотел поторговать с кем-нибудь. Кто-то есть. Было бы забавно, если бы... О, ну да, спокойно тут все. Давид, микроб. Здорово, человечек. Что нового в зоне? Смешно слышать, как группировки зону делят. Будто мои люди решают, кому она будет принадлежать. Да. Блин, торговец нужен. Вот он заагрится, если залутаю. Да не, насрать. Наконец-то первый этот. Первое мирное место. Здесь, я думаю, смогу поторговать. Тяжелое пробуждением добраться до Залесья. Кайф. О, какая машина. Варта. Ученая, видимо. Что-то вспомнил, как Far Cry 2, когда себе ножом полз губцами пули из колен достает. Да. Солдат енота. Звертайся. И опять енот, ну ё-моё. Не затримуйся. О! Вот он. Веселый. Звертайся до старшого. Да ё-моё. Где ваш старший? Так, видимо, в тот дом надо пойти.
У меня перевес. Проклятый перевес. Дачник. Да, не дачник. Ну. О, катсцена. Я шукаю припої. Мне нужен припой. С таким к бате. Вон он сидит. Батя. Блин, пенная пьет. Чё надо? Опа. Блять, военные походу. Не маяч. Сядь, не маячь. Трое моих бойцов не вернулись с ночного обхода малой зоны. Их тела обнаружены у старого моста. Солдатик, ты знаешь, как называется три дохлых вартовца на окраине зоны? Хорошее начало. Пистолетик выкинул. У торговца по кличке Хомяк было обнаружено табельное оружие одного из убитых бойцов. Оружие принес косой. Лол, сочувствую, капитан, на залезьте за свободную торговлю, у нас договор с Коршуновым. Где косой? Да он мертвый, зона хранит свои тайны. Кто мы такие, чтобы вмешиваться? Сталкерские мудрости пошли. Хорошо. А пиво пластиковое. Косой был там, добил раненых, обобрал их трупы. По-людски ли это, сталкер? Ну... Да как бы я сам таким дерьмом занимаюсь. Не берусь судить, не берусь судить. Не скажеш ти, скажуть інші. Не скажешь ты, скажут другие. Пакуйте їх. Пакуйте их, да. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Найди виноватого, говорит. Так, нас нашел Рихтер, а у него друг Косой мертвый. Потом там был какой-то хер другой. Говорить зброя, Как его звали, я не помню. не мовчать. А тот меня отправил к этому. К агрессивному казаху. Сталкер. Новенький. Новенький сталкер. Подойди пообщаемся. Ну давай. Опа. Вот такие у нас развлечения в залезть. Как тебе? С этими кренделями никакой водки не хватит. Если что, я у себя дома. Занят. Окей. Для всіх? Для всіх. Для всех. Ти на цей цирк Ты наведися. на этот цирк не покупайся, свежак. Батя хорохорится, потому что Зотов ему позволяет. Если бы вместо него Коршунов сюда приехал, то мы бы уже давно на носом к стенке стояли. А капитан старается дело миром решить. Что за варта? Что за военные вообще? Ця варта взагалі таке. Реальная сила. Нравится нам это или нет, мне лично ни хера не нравится, но я ее от выбросов не в восторге. Однако с открытым забралом на них не прусь. Бате надо понять, что иногда ради своих людей приходится идти на компромиссы с кордоном. Мы так уж один раз ушли, куда залезть и пойдем. Так помни про припой спросить. У кого мені за припої дізнатись? У Зотова. Варта кого хочешь найдет, если договоритесь. Если их методы тебя устроят. Ну или батю спросить, только подожди, пусть хоть до дома дойдет. Он может отходчивый и новичкам помогает обычно. Просто сегодня на него, сам видел, годовой запас дерьма навалился. Давай дальше. Первый стакан за счет заведения, если что. Че он тебе понадобится? Блин. Братан. О, есть серьезная работа. Є для мене якась серйозна робота.
Ще пилюку звели. Еще пусть большой не отряхнула амбиций уже через край пруд. Знаем, видели. Якраз одного Как раз с одного такого мальца долг стрясти нужно. Гришей Валенком зовут. Интересно. И много он задолжал? І багато він тобі винен? Прилично. Не расплатился за недавнюю гулянку. А до этого за провизию. Демонстративно не чешется по этому поводу. Знает, что я сцен устраивать не буду. Понятно, гнида. Так что же даже не в сумме дело. Мальца научить нужно, что в зоне дела так не делаются. Раньше поймет, дольше проживет, может быть. Окей, ладно, хорошо. Ну давай расскажи о нем. Що за валян? Гриша в зоне недавно, но его уже знают. Шустрый засранец, рисковый. Планы один другого круче строит. Понравился он мне. Думал, далеко пойдет. Додумался, блин. Валенок с новой волыной, а я сочиняю, как ему мозги вправить. Ну давай, я в деле. Добре, це підходить. После раз его видел пару часов назад. Он в спешке топал куда-то на север. К водонапорной башне. Понял. Постой, вот еще. Я в крови замораться не хочу. Достаточно пацана припугнуть, чтобы деньги вытрясти. 20% твои. Звучит классно. Давай поторгуем. Сначала только мы с батей рюмочку тут пропускали, теперь погляди-ка. Вольный бар для вольных сталкеров. Если еще и варта перестанет по мозгам ездить, вообще хорошо будет. Ну, может, за это и выпьем. Торгуем. Бесконечная баба. О, наконец-то. Так. Так. Один вайпер продам. Шлем продам. Хорошо. Какая-то душевная песня играет. Да, все-таки хлеба надо было продать побольше. Ну, типа, много его. Так. Не жадничаем по водке, по всему остальному тоже. Так. Детектор отклик есть, один продадим. Все, подтверждаю. Нормально, нормально, пойдет. Заходь, якщо що. Так, еще рассказал, как один пациент незаметно брал в карман по чуть-чуть хлеба и сахара. После каждого приема пищи откуда нашел тару и сделал барашку. Когда обнаружил сосуд, он схватил ее и убежал в дальний коридор и залпом выпал. Другая история о том, как они незаметно принесли порнуху и смотрели толпой, потом самого шуганого ебали по очереди. Бля. Ебать, кошмар. Да. Не, ну изнасилование, это, конечно, пиздец полный. Вы, бля, вот, типа, я недавно один ебанутый фильм видел. Называется... С Винсан Канцелем. Сука, как он назывался? Типа, необратимость, по-моему. Вообще конченый фильм. Ну как? О, анекдот. Первый год зоны. Молодой ученый ведет переучет мутантов. Не знаю, как правильно записать мутанта, сосущего кровь. Коллега ему. А в чем проблема? Как сталкер называют, так и запиши. Первый так. Так они по-разному. Обычно говорит кровосос. Опытный сосунок. Неопытный.
Ну, блядь, ну, я засмеялся. Сейчас от себя добавлю, ну-ка. Первый год зона, молодой человек. Блядь, ты только что рассказали. Так, подождите, дайте сохранить. А, ну, Звичайний, каже, кровосос, досвідчений сосунок, а не досвідчений. ну, прикол в чем? В том, что он это немного по-другому сказал, ну, своим голосом. Бывал сталкер, обучает молодого. Запомни, идеально парень плохо стреляет и плохо бегает. Он и мутанта задержит, и тебе в спину не попадет. Ну да. Окей. Ну, нормально, нормально. Блін, та не смішно ж. Так не смешно уже. Видимо, грустно это. Видимо, был опыт такой не очень хороший. Блин, не оценили шутку, он обиделся и ушел. Ех, зараз би в лазню. Сейчас бы в баню. Ну, типа, да. Под дождем сидим такие. Ладно, сейчас подойду. Знаешь, пацан заходит в барыги. Какие у меня анекдоты открыты? Не знаю. Они бывают закрыты? Сейчас подойду. А про Химеру чув? Так, від багатьох. Але ніхто з них її не те, що не вбивав, а навіть не бачив. Ех, купонів кіт наплакав. Чого сумуємо? Не пруху висиджуємо. От послухайте краще. Виходить вартовським заводу. У самих воріт сталкер в аномалії загинається. І такий... Братики, добийте! Патронів у варти хоч сраку їдеш. Дали Чого портфель. нам боятися, Гранат братче? накидали. Від долі не втекти. Йдуть, а ззаду Як їм... тобі на роду написано, так воно й буде. Братики! Загнув так загнув! Ну, анекдот сам себе не розкаже. Сидять два сталкери біля схрону. І перший каже: як сліпі пси не з'їли нашу ковбасу. А другий йому: ну вони ж сліпі, а не тупі. Так, на трічку. Купонів кіт наплакав. А нічого у нас компашка весела. Зараз від себе додам. Летів мастити свободівець в аномалію.
коні двигає. Молоді вирішили його потішити наостанок, тягнуть йому там віскаль, сигари. А він каже: нічого мені, піпли, не треба. Ніштяки мої заженіть, а купони занесіть довго, щоб мене туди зачислили. І всі такі: ти чого? А він продовжує: помру, та на одного долгаря менше стане. Блін, та не смішно. От раніше були артефакти. Прямо артефакти ща. А зараз що? Ну, анекдот сам себе не розкаже. Зустрілися двоє сталкерів. Перший каже: слухай, де Саня, а? Щось я давно його не бачив. А другий відповідає: ти знаєш, у нього якось все закрутилося, завертілося. Ну, коротше, до каруселі потрапив. Ну так, на трієчку. А мама казала, ходи до музикалки. Зараз би такі сидіти на гітарі мужикам лабав. Тільки вчора штани почистив, знов же десь замазав. Чого сумуємо, непруху висиджуємо? От послухайте краще. Заходить, значить, кровосос до бару і каже: бармене, мені криваву Мері. А бармен йому: ти охренів зовсім вже. Мері нема. Вітька бери. Ну що за день? Купони на нулі, хабар не підняв, услугу порожняв. А нічого у нас компашка весела. Зараз від себе додам. Перший рік зони. Молодий вчений веде перелік мутантів. От не знаю, як правильно записати мутанта, який сосе кров. Колега йому: так а в чому проблема? Як сталкери називають, так і запиши. А перший каже: так вони по-різному. Звичайний, каже, кровосос, досвідчений сосунок, а недосвідчений — Блін, та не смішно. Чого сумуємо? Непруху висиджуємо. От послухайте краще. Сидять два сталкери в барі. Перший: все, я вирішив не пити з завтрашнього дня. Другий йому: опа, чого це робити? А хочу здивувати кровососа, якого весь час підгодовую. Загнув, так загнув. от щось печених яблучок захотілось. Зараз би в лазню.
Чого сумуємо? Непруху висиджуємо. От послухайте краще. Стоять два сталкери біля сходу. Перший другому. І як сліпі пси не з'їли нашу ковбасу, а другий йому. Ну вони ж сліпі, а не тупі. Ну так, Матвійчику. А, вылет. М. Он. На. Что, какие анекдоты услышали? Были прикольные? Про кровосисью кровавую Мэри. Звучит интригующе. А пересказать, ну, смешно сможете? Ну, мы же не все анекдоты услышим. Может, будет что-то. Понял. Хлеб с закваской охуенный. Перший рік знову. Молодий вчений веде перелік музикалки. Не знаю, як правильно записати мутації. А колега йому відповідає. Значить, розклад такий. Готовий з тобою поділитися сталкерською мудрістю. Тут і зараз. На халяву. Цікавить? Ну, А недосвідчений
ж від такої щедрої пропозиції відмовиться? Слухаю. Хто на великій для тебе двоє найважливіших людей? Правильно, мамця з татком. А в зоні технік і торговець. Мгм. І любити вони тебе будуть, тільки якщо ти сходки принесеш хабар чи купон. Зрозумів? Позор. А чим технік займається? Бо торговець торгує, якщо я все правильно зрозумів. У зоні найкращий спосіб зрозуміти, як щось працює, це перевірити на ділі. Ворога кулею, аномалію болтом, а торговця розмовою. Тримай координати місцевого техніка лінзи і торговця хом'яка. Прогуляйся до них, поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони. А як нема, попроси у мольфара роботу. У нього завжди щось знайдеться. І ще дещо. Якщо з кимось з угрупувань влізеш у бійку, іди до їхнього головного. У зоні конфлікти справа звична. Рішення завжди знайдеться. Поганий мир кращий за добру стрілянину, шариш? Коротше, як поговориш з місцевими, іди на всі 4 боки, ага? Головне до мене не чіпляйся, бо більше тобі тут на дурняк ніхто не допоможе. Я вже точно. Усе, баста. Відпрацював свій борг перед батою. Звалю на Нінтендо. щоб очі мені більше не водити. Так, це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Ще пак. Хомяк. Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай. Я не Сидор, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же Я не залізний. Сидор, говорит. Ну, окрім того, який реально залізний. Хм-хм. Давай, викладай, що там у тебе? Блин, я, кажется, не тому вещи продал. Бля, я не тому вещи продал, ёбаный рот. Он этот калаш, ну, он этот автомат, ну, в миллион денег забирает. Практически. Блин, ну ладно. Ну, будет не наука. Голограф. Так. О, 22. Ёпта. А, давайте-ка, да. Да. А хотя, даже не ему, наверное, продавать артефакт. Жекан. Картич. Давай Жеканов пошел. А, дорого. Так, сейчас, погоди. Ты вместо грошей слышишь какие-то купюры? Ну, я раньше не то чтобы гроши. Рубли же были Ну, просто. погляньмо, що там у тебе. Вот чисто от рублей отказались, получается. На купон заменили. И причем это объяснили не то, что типа просто рубль говно, а просто потому что типа тут валюта не ходовая тема, их много, а народа дохера, и они все отовсюду, типа, ну как-то так.
Русский дубляж уже почти готов, говорят. Заебись. Нейросетевая. Ну блин, в нем души не будет особо. Скорее всего. Бля, а дорого, слушай. Да не про название валюты, а про само слово. Грош это деньги. Не будешь же каждый раз говорить, мол, вот рублей не хватает. Ты же скажешь, что не хватает денег, а не рублей. А тут получается, что каждый раз по названию говорят купор. Ну да, типа. Мысль понял. Купон как-то у тебя в голове не строится, ну, не ставится рядом с понятием деньги. Да, есть такое, есть такое. Заходь ще. Так, а что эти артефакты у меня еще делают? Сопротивление кровотечению, вес. Да не, один хуй хуярит меня вообще жестко. Или нет? Или да? Да, растет. Да не получится. О, сталкери, у мене робота є. А, квест. Вітаю у наших... Приветствую в наших краях, сталкер. Дело есть, но предупреждаю сразу, придется идти на Одразу маковое поле. попереджаю, доведеться йти Маковое на макове поле? Давай. А что за маковое поле? Що ще за поле таке? Одне Одно из чудес. чудес зоны. Многих притягивает, но мало кто кого отпускает. Только заходишь, сразу слабость накатывает, глаза слепаются. Тільки заходиш, одразу слабкість огортає. Очі злипаються. Раніше ж до А ведь аварії раньше до аварии там наш Там хутор наш был. хутір був. Да и есть, наверное. Только кто теперь в нем жить согласится? Всех разве что. Тільки хто тепер жити у ньому погодиться? Хм, хіба що псих якийсь. Ну, давай о деле. Яка там у тебе справа? Мы с родителем, когда после аварии 86-го эвакуировались, Евакуювалися після семейную аварії икону в 86-го. погребе оставили. Мати Мать о продає ней ж до самой смерти вспоминала. Хочу вернуть. Хоть что-то в памяти о семье сохранится. Хоч щось Принесешь в пам'яті икону, про заплачу родину как за збережеш. дорогой артефакт. Сам-то достать не Принесеш смог. ікону, А почему сам не смог? А в тебе чому не вийшло? та я тільки Да я только шаг на поле сделал, сразу все перед глазами поплыло. одразу Еле на все ногах очам удержался. попливло. А потім ще А потом еще и голоса эти, тех, кого он не знал никогда, и знакомых, которых давно уже нет. Не пам'ятаю. Не помню, как я оттуда выбрался, но як еще раз звідти пойти на маково вибрався. я не смогу. Але що? Ладно, принесу я твою икону. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побіг. Очень выручишь, только захвати энергетик побольше. Маково поле вроде небольшое, но потеряться там легче, чем Загубитися кажется. на ньому легше. Ну понятно, ніж короче, здається. про это задание говорили чуваки в чате. Энергетиков забирай, побольше мне говорили. А то уснёшь. Ясненько. Так, хлебушку поел. Вартуется. Дядя Лёня. Пізніше, гаразд?
Капитан Зотов. Сподіваюся, ти Надеюсь, ты подделал. Мені А, это сказали, тот, кто ти заходил. можеш допомогти з припоєм. спершу тобі Сперва тебе нужно допомогти помочь мені, мне, сталкер. Сам знаешь с чем. Сам знаєш із чим. Косий. Косой? Саме Он самый. Думаешь, косой бил ваш? Ти дійсно віриш, що це косий вбив твоїх людей? це питання. Это вопрос порядка, сталкер, не веры. Если вольные решат, что могут безнаказанно убивать моих людей, наступит хаос. Мы обязательно найдем и накажем настоящего убийцу. Но пока для порядка хватит и мародера, который присылал то, что принадлежит Варте. Как могу Що я помочь? можу зробити? Косой мразь, но для местных он прежде всего сталкер, и местность вокруг малой. Он знает. Возможно, сталкер вроде тебя и найдет его быстрее, чем мы. А звідки мені Откуда я знаю, знати, що ти что не ты меня кинеш не мене? обманешь? Ми тобі не торгаші. Мы тебе не подошли, бандит. Варта слово тримає. М. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидали ми ніколи. М. Мені потрібні сенсори, які косий познімав з тіл моїх людей. Привет, Диана. Але якщо Чат летит. водночас і самим косим щось трапиться, я не сумую. Ну, ты, по-моему, другой чат смотришь. Втім, я ж не наполягаю, сталкери. Не ти, так інші охочі знайдуться. Виходить, Решился, поважишся. значит? Ну, хоть Ну, у кого-то хочу когось мало на малій голова на голова на плечах. плечах. Умови Уговор простой. Я тобі Я кажу, тебе що говорю, знаю. что знаю, а ты А наших ти ребят не наших прессуешь. хлопців не пресуєш. Договорились? Домовилися. Кажи. Выкладывай. а там вирішимо. А там решим. Я Я поспрашивал своих, думаю, он неподалеку на складе. Если ты отправишь отряд, то... Якщо ти відправиш загін, то Загін він одразу повів. Отряд он сразу заметит. Уж туда наш друг прогуляется. А я пока по твоему А щодо вопросу того стал. питання, Постараюсь разузнать. Я спробую дізнатися. мені здається, що краще Мне кажется, лучше відправити отправить твоих людей, твоїх капитан. людей. Они куда опытнее, потом... Вони значно досвідченіші. І зрештою, Ти, дядько Льоня, Ты идеально не даруйся. нервничай, присядь. Присядь. Посидим вместе. Посидимо разом. Подождем Почекаємо новостей из новин места, куда ты моих так твоїх сильно людей хочешь так послать. сильно хочеш відправити. Сталкер прекрасно слышал. Удачной Сталкер, охоты. Ти наказ чув. Удалого полювання. Окей. Когда я был маленький, вышла Тень Чернобыля, там был энергетик нон-стоп. Потом мы с батей ездили в Украину и увидел в магазине этот энергетик. Офигел, и всем пацанам рассказал, что пил энергетик Сталкера. А потом подрос и понял, что это был продукт плейсмент, и не энергетик был из игры, а в игре был из РЛ. Ну да, прикольно. ти це є. Это аккуратней там, малой. Мало ли чего. Всяке буває. М. Ладно. Ну, дядя Леня, видимо, что-то знает. Знает именно в том плане, что, скорее всего, на месте полно аномалий, и ему было бы не жалко пустить в расход в ловушку вартовцев, но не вольного сталкера, как меня. Кажись, расклад такой. А это на самом деле такая прикольная тема в плане того, что вот если бы я делал игру подобию такого, да, ну допустим, да, представляю себе, ну я как, короче, принимаю решение, что будет в игре, скажем, у меня есть какая-то команда, и я такой, ну, пошел бы к какому-нибудь местному производителю энергетиков, например, ну там, что у нас есть, Turbo Energy, по-моему, у нас был. Еще... Бля, как он назывался? Короче, производитель энергетиков в Якутске хватает, на самом деле. Типа, ну, 2-3 точно есть. Флэш это уже российская, но вот местная, прям якутская, вот что знает, где вот конкретно в Республике Саха-Якутия, вот такое типа засунуть в игру. Это прикольно, я считаю. В том плане, что даже сами
жители города Якутска и вообще республики Саха, они такие типа скажут: о, нифига, прикол. А не знающие люди, они скажут, ну, типа, ну, просто. Мол, прикольный дизайн. Или наоборот. Блядь, тварь. Что-то мне звуки выстрела тут раньше анимации. Странно. Я истребитель мутантов. Иди сюда, говорит. Ну, блин. Заныкался, там сидит. Демон-стратег, ёпт. Ну ты видал? Жуй, да? Думал, застряну из-за них, этой халупе, и сдохну. Как тот, что у сарая валяется. Это тебя плоть так напугали? Ти злякався до... Тобі смішно? Ага. Ти хоч Смешно тебе. Да ты вообще знаешь, сколько Николаевич за лечение дерет? Я не хочу из-за напарника дебила весь хабар на медике сливать. Так, ну и что случилось? Що сталося? Ну, Да блин, шел с напарником с точки, где схрон намутили. Он что-то затупил, отстал. А потом слышу, бежит, орет, мутанты. жесть! Жесть. Ну, я забіг до хати. Я ноги в руки и в почав дом. гонитися за мною. А он зараз за Ну, мной. я ж не Стучал, дебіл, не стучал. самогубець відкривати двері назустріч смерті. Он погиб из-за тебя. Ти замкнув двері у свого друга перед носом? Він помер через тебе. Він помер, бо тупо. Он тупой был, потому и погиб. Даже если из-за меня, мне его жалко должно быть. Мы в зоне, кто мне тут судья? Хто мені тут суддя? Я? Я тобі тут суддя. Вот так. Я! Судья Дре. О, красиво. Нормально, он тут сидел. Прям. Антирадинчик. Вот же мудила. Он тут сидел, пока я там отстрелил, с ним бегал. Ой, как светло, как красиво. Сегодня прямо примерно такой день был у нас. Блин, вообще кайф. Солнечно было. Денек был славный. Юра насос. Блин. Насос. Захвати знака 4, вкопай их у той хибары возле дома. Сделаем там схрон. Мелкие так радиации сут, что они на пушечный выстрел не подойдут.
Ну вот это вот, конечно, прям имбовый дробаш. Хороший. Должник колдуна. Так, хорошо. А это, кажется, маковое поле, да? Красиво. Сталкер, прием. Если на маковое поле собрался, зайди пообщаемся. Поговорим. Давай поговорим. Картечь. Ха, ты стала быть колдун. Но не, ну, да не. Я, конечно, не помню, как там пелось у короля и у шута, но я понял. Желтая краска Квинги. Ну да. Видимо, не все лестницы активные. Некоторые все-таки должны быть активными, видимо. Ну да, типа желтая краска такое себе. Согласен. Согласен с этим. Так, погоди-ка. Помор. Ну давай зайдем. Что за помор? Ну, красиво прям. Сторонний вход запрещен. Ё-моё. Нащо ти на макове? Ты зачем на маковое поле пришел? Это опасное место? Це ж небезпечно. Помогай сталкеру. Один сталкер, Мітяй, Попросил мне попросив принести йому ему семейную принести икону. родинну ікону. Она должна быть где-то Вона на має маковом бути поле. десь на маковому Погребі. полі, в погребі. Бачив я тут один погреб. Видал здесь один погреб. Если нужна информация, можешь Якщо купить. потрібна Если с інформація, купонами туго, можеш дам купити. шанс отработать. А як з купонами скрутно, дам шанс відпрацювати. А не хочеш, сам шукай. Тільки зважай, буде важко. Я поки натрапив на цей погріб, все макове вздовж і впоперек прочесати встиг. Сумніваюся, що тобі подобаний більше. Может, попытаюсь дать. Бля, 2000? Не, нахуй надо. Та я й сам впораюся. Думаєш, що там того поля? Ну, удачи. Щасти. Если не найдешь погреб, заходи. Якщо не знайдеш погріб, Я пока буду здесь. Ясно. Хорошо, чел хочет типа помочь. Блин, а тут закрыто. Красиво. Так, погодите-ка. Может быть... Так на карте его видно, не? Погреб этот. Может тут? Как будто бы тут. Выглядит это место как-то, ну... Особенно. Ладно, побежали. О, да, какой-то эффект есть. Що притягнув? Зачем притащил? Він же не прокинеться. Может, энергетик его, оно как так. Не прокинеться. Не проснет. Я видел так много раз. Оставь его. Это не худшая смерть, хоть и медленная.
Да ёбана! Я не то сделал. Блять, ноги сломал. Бля, показалось, что это погреб. Эй! Какая-то херня тут летает. Ой, а где? У колодца. А тут Даня живчик. Не забирай меня. Митя, что тут залез? О, Митя. Значит, где-то тут. А, я тут был. Быстро забирайся, мы с пацаном в прятки играем. Так, ну найти погреб не так уж и просто, как будто. Ну найдем рано или поздно. Вот с этой херни надо остерегаться. Бля, забрала эта херня. От мака балдеешь? Да, получается. На крыше. Ладно. Вижу челика. Вот где-то там 100%. Вот он, 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 вот он. Хоч би все обійшлося якось. Повернемося до і буде. Икона. Ну да, квест такой любопытный. Какое-то особенное место. Маковое поле, блин. Жизнь мне кушать хочет. Беги! Та що ж таке? Все з рук валиться. Льоша, ну ти хоч допоміг. Ні, ну ти цілий сервіс, швидше поб'ється. Так круто. Блин, этот сраный прикол меня забрал. Все, уходим. Нормально, нормально, все, справились. Ну, я примерно так же проходил кое-какие игры, засыпаю. Слухай. Слушай, зачем тебе эту икону залезть тащить? Отдай ее мне, а я тебе взамен оружия. Особенное. А я тобі Вы уже замість стволу. хозяин его явно под себя собирал. Нигде в зоне больше Колишній такого не власник його увидел. явно під себе збирав. Такого в зоні більше. О, привет, Citizen. ніде не Здравствуй, гражданин. Ну що, згоден? Ну, У не. мене угода з Мітяєм. Йому ікону і віддам.
Дарма вигоду Зря опускаєш. опускаешь свою выгоду. Не знаю, что тебе пообещал, но оружие всегда Моя пригодится. тобі порада. Мой тебе совет, не поддайся Давайся сантиментам. сантиментам. В зоне это чуждо. Тут каждый сам за себя. Но давай заценим, Слухай, ну що? что за оружие вообще. Тримай ікону. Добре рішення. Хорошее решение, сразу видно прирожденный сталкер. Одразу В видно зоне выживает тот, кому прирожденный свои интересы сталкер. чужих За дороже. ікону не хвилюйся. Об оконе не беспокойся, теперь она свое место найдет. Тепер вона своє місце. Ар неизвестного сталкера. М-м-м. Да не, кал какой-то. Не, у него, конечно, есть всякие там типа приколы, типа рукоять, там прочее. А теперь грохни, забери икону. Погодите-ка. Ну, это хорошая идея. Подождите. Нет, ты хорош. Да блин. Слухай, ну що? Тримай ікону. Угу. Де? Де? Да. Ну, он сам нас научил, так сказать. Здесь не место сантиментам, блядь. Я ожил. Чё ты тебе? Ну давай, перетягивай дело внимание на себя. Что там у тебя было? Рассказывай. Почему ты вдруг чуть не умер? Так. Как игра? Да игра огонь. Ну, то есть... Короче, все вот эти вот опасения насчет того, что игра какая-то политизированная и тому прочее. Нихера вообще. Прям, ну... Сталкер сталкером, я тебе так скажу. Это прям, ну... Оно. Вообще нихера не пожалеешь. То есть даже можно ставить украинскую озвучку. На английском вообще не то будет, я тебе говорю. Ну, по атмосфере. Тут надо что-нибудь такое, типа, ну... близкое к русскому языку. Звучанию. Чтобы было. Я думаю, в скором времени озвучка появится от Games Voice, или как там они называются. А до этой поры, ну, стоит, ну, играть так, чё бы нет. Может, даже будет потом перепройти на русском чистом. Но все равно, типа, многие слова понятны, там прочее, звучат прям чисто русские. Цево, но. Ебаный. Блин. А ладно, давайте в бар быстренько ну, побежим. Продать надо. Сначала мне расплавился ебаный 8 пин коннектор на видюхе. Я часа 3 вычищал сгоревший пластик из дырки булавки, которую я раскаливал на газу. Блин. Ну и дрочь у тебя происходил, конечно. Весело жить не запретишь, так сказать.
Я поставил сталкер на следующий день на ночь скачивать его и сделал таймер отключения через 3 часа, как раз докачалось бы. Просыпаюсь, и у меня пока не стартует. Блин, херово. А как он так? А чё это может быть, что он тебя просто коннектор берет и сгорает? И коннектор это вот от чего? Типа в мать, типа вот, как называется? От материнки? Что ли? Неровный контакт. Коннектор БП. Все понял. Блин, понял. Да. Херово. Так, ну давайте-ка хавчик поставим на быстрый слот. Варт обещает награду за любую информацию о косом. Чем быстрее мы его найдем, тем быстрее все это недоразумение. Окей. То есть, если я быстренько решу эту тему с косым, то Варт отсюда уедет, да, наверное? Так. Я сегодня менял термопасту в мамкином ноуте. Там один винт в держалке охлада был со сбитой крестовиной и не выкручивался ни пинцетом, ни плоскогубцем, я его достать не смог. В итоге аккуратненько погнул ножку, которая им прикручена, отогнул трубку от камня, все прочистил, промазал, приделал назад. Час думал, как его выкрутить, ничего не сломал, а сделал самым баровским образом. Да. Ну, главное, ноут, надеюсь, работает. Это главное. Ого, сталкери. Вдалося дістати? Вітаю тебе. Ти чого хотів? Держи икону, братан. Знайшов я твою ікону. Забирай. Вона. Ось гроші. Отже, Гросі. не даремно я сюди прийшов. Хоч щось з минулого життя вдалося повернути. Дякую, що зарадив, сталкер. Да, не за что, не за что. 750 купонов всего, блин. Какая мерзость. Вау. Просто весь день все перерыл, бил сразу, память потом уже ничего делать, вариант перевал. Работа по структу механик корпуса. Разогнал обратно. Хорошо не переломал. Повезло, получается. А от і мій улюблений клієнт. Любимый клиент. Для тебе. Да. Да, я. Так. Блин, он сильно расхераченное оружие типа не хочет забирать. Блин, сволочь. Блин, я думал, продам сейчас по кайфу. Ну хотя ладно, я могу это в принципе в баре продать, это все. Кроме этого, это надо починить. У него рукоятка и, видимо, да, что-то на дуле есть, короче. Что-то прикольное, довольно-таки прикольное. Ну, кстати, можно было бы голограф организовать. Чтоб такого еще продать? Водки много.
Медузу. Да, можно продать, в принципе. Да. Не буду, как Кощей, сидеть на куче говна. Заглядай, притрим. Протрындым. А зараз уже і не знаю, для чого Дима Грущ. О, у него есть задание. Да блин. Чё, вообще никто не хочет? Так, подождите, а... Ладно, к технику надо сходить, починить ему все это, может быть. Вперше за день видихнув. Сам себе с английский удалил, да. А, валенок там тусуется. Склад знаков радиации. А, вот тут линза живет. Щоразу після викиду башка. Файно сходив. Аж 3 артефакти. Без ноги. Новенький? Новенький, ну проходи-ка, будь как дома, но не забывай, что ты в гостях. Если надо чего-то починить, это ко мне. Если надо лапши на уши повесить, так к Николаевич или батя. У нас тут лапши на любой выбор, только уши растопырь. Ладно, давай, не тяни, что там тебе? Улучшить. Ну, не надето. Ебать. А цена-то ебал дремал. Ну, броню починим. Ладно. Звук спинтерса. Погоди. Короче, оставляю здесь хлам этот. Вот это еще оставлю. Записка для дяди Лёни. Ты понимаешь, как это тупо писать друг другу письма, живя в соседних домах? Романтический, сука, послание. Слушай, я знаю, что ты винишь себя в моем состоянии, даже в гости не заходишь, но я сам в эту лабу или полез. Сам понимаешь, ты просто свою работу выполнял, как любой хороший проводник. И ты не винить себя должен, а гордиться. Ты же меня оттуда вытащил, старый ты осел. Короче, заходи поболтаем как раньше. Скучно тут одному торчать. Хоть расскажешь, что там творится за забором. О, смотри-ка, он машину. И что, это прям рабочая машина будет? Ну, хоть хтось пристойний. Так. Зачем техники нужно? А нащо техніки в зоні потрібні? Чтобы у твоей пушки ствол не отвалился. Самый важный момент. Ну и чтобы присобачить новый, если все же отвалился. Улучшить новое оружие, починить старое, так как нам. Ну и с броней тоже. С дырявым броником по зоне не полазишь. По крайней мере долго. Здесь работа? Я можу тобі чому? Ты удачно зашел. Можешь. Есть группа диггеров. Таскают мне всякое полезное. А тут пропали с радаров. Как-то мне неспокойно. Диггеры, интересно.
кто такие диггеры. Ну, как по мне, это типа те люди, которые шастаются по заброшенным всяким разным местам и лутают всякое разное говно. Ну и по-другому еще диггеры это те, кто лутают. Ну, не, ну, они типа идут вглубь. Как бы, ну, типа, вот есть слово рейнджеры, они типа вот область, так сказать, эту исследуют там прочее, так сказать. А диггеры, они вглубь идут, короче. Лутают могилы. Ну, типа, копачи. Ну, чтоб ствол не отвалился. Що ще за дігери? Сталкеры в зону за артефактами идут, а диггеры за всяким хламом. Оборудование ищут, электронику старую. Те же КПК погибших сталкеров. По ним тайники можно найти, а там тоже хлам полезного хватает. Толкают потом свои находки либо на большой, либо прям в зоне. Мне, например, запасные детали всегда пригодятся. Вот я с этими ребятами сотрудничаю. Источник дохода. Добре. Звідки почати пошук? У меня есть координаты их последней вылазки. Говорил же. Нечего этот тоннель сомневаться. Хорошо это не закончится. Их было 4. Макс, Суббота, Бедлам, Вася Панк и Мастиф, лидер группы. Ах, чувствую пиздец им. Хотя, давайте попробуем переночевать. Виявилося, це плоть? Бюрер? Та Сидорович, коли про батю щось добре чує. Блін, так не смішно. Ну да, такое. Что-то про Сидоровича. Бля, они вообще не боятся заболеть, нахуй. Под дождем тупо в свитере сидит. Так. Зачем я сюда пришел? Или мне не сюда? Блин, где-то же было место, где можно было поспать. Здесь, не здесь. О, укрытие. Вот, может быть тут. Угу. Красота. Ну да, как будто бы тут можно, да. Или нельзя. Ёлы-палы, ребята, где поспать? Да в огонь, там люди. В огонь. Свалкер с лопатой, да. Привет, София. Сколько FPS, в каких настройках эпично? Не знаю. Стоит эпично. Немного осталось. Кто? З розмовами до головного. Николаевич. Спробуй там, у полі, під викид не попадати. Після нього виживає дуже мало. А хто виживає, їм жодні ліки і артефакти не допоможуть. Вибач. Я после выброса всегда сам не свой, никак не привык ничего. Местный врач. Окей. Завжди. Полевой журнал Николаевича. Эта херня действует серьезно. Прикладываешь к свежей ране, и она прям затягивается на глазах. Я на себя проверил. Кровь почти сразу остановилась. Через 2 часа даже шрама не осталось. Надо проверить, работает ли на старых ранениях. Если работает, линза меня расцелует, если догонит. Пациент номер 3, горечка. Это, ну, какой-то артефакт, видимо.
регенерацией, видимо, как-то. Я ищу место, где можно поспать. Сталкер, волк. Maybe. Ладненько, пошли спасать этих чувачков, диггеров. Гиблая чаще. Угу. Аккуратненько. На маминый босс похоже. А, ну это не сильно помню, разбираюсь. Тогда, скорее всего, маминый босс, да? Не, диггеры, а афроканат. Да блин, ну что. Посмотрим, может и афро, а может... Блин, я что-то немного гульканул, я подумал, тут гигант какой-то идет. Вот видите, за это искажение. Подумал, ёпа, народ. Что за атака титанов? Как бы, не дай бог, кровосиси какой нападет на меня. Хотя вроде тут мы кровосиси убили. Электрические. Ага. Так. Вот. А, это место. Ну, кстати, да, я вот там, когда вдалеке был, и что-то видел вот это вот место. Совсем забыл сюда пойти. О, тушканчик. Какая техника тут есть. Записка сталкера в зоне. А ты прав был. Ну, нахер вашу зону. Пришел первым, один и остался. Помянул вас. Скоро выброс. Ну и все к чертовой матери. И хабар, и КПК. Fuck you. Да. Ебать. Полтергейст, значит. Или что? Нихера себе. Пачки. Интересно.
Хорошо. Учитель. Блин. Так, видел, кто-то двигался. О, выживший. Твою ж! Сталкер. То найди. Что, котенок? Искал, да? Да, а там нету. Нету, да. Угу, недоступно, где? Хорошо, тогда... Вот он. Подожди. Вот, еще подожди. Пожалуйста. Хэдкраб. О, лечить. Аптечку А, полтергей все-таки убивал их. И сразу закурил. Выбрался. Сука. Я от линзы. Что с тобой? Що з тобою сталося? Об стену ударила. Это ничего, медик подлатает. Другим же хуже пришлось, гораздо. Мене лінза відправив. Меня линз послал. Сказал, ваша группа на связь выходить перестала. Как хорошо, что он не забыл. Мужик, ты должен мне помочь. Спасибо, Стифа, монолитовец. Всех перехерачил, а его унес к себе. Нихуя себе, монолит. Так, расскажи по порядку. Розкажи по порядку. Все как обычно, шли к тайнику, заходим в тоннель, а там он, спокойно так на нас оборачивается. В глазах пустота. Сука, не понимаю, как он это сделал, но за секунду все, что лежало в комнате, поднялось в воздух и ударило по нам. Никто и моргнуть не успел. Бедлам сразу наповал. Меня к стенке толкнуло, поэтому и выжил. Васька мучился, а мастиф от этот монстр забрал с собой. Зомби из него сделать хочет. Нихуя себе. Монолитівець? Это еще кто? Группировка такая монолит. Непобедимые фанатики из центра зоны, говорят, исполнители желания охраняли. И думал, половина из этого выдумка, страшилка для новичков. Я помогу. Не знаешь, когда монолитовец смог потащить мастифа? Он наверняка в том проклятом доме, в котором слухи ходили. Сейчас закину метку и удачи тебе. Ладно. Блин, жестко он его. Блин, он тут собирается сидеть.
Вышел бы сразу. Ёбана. Понятно, почему он не сразу вышел. Ну, потопали. Проклятый дом, значит. Блин, чё, монолитовские какие-то крутые стали, что ли? Да, нет журнала использования. Вот все, что вот здесь так написано, все удали. У тебя места не хватает. Все удаляй. Какое дно эти аномалии? Если бы они просто взяли старый эффект, выглядел бы лучше. Ну, хз, старый эффект. Мне вот эта электрическая херня старыми эффектами прям не особо нравилась. Тут оно как-то получше. Не знаю, чем бы лучше стала старая электро. Он сейчас сработал по ебаному. Не понимаю, серьезно. О, кстати, по-любому-то должно было быть что-то. Под мостом обычно любят прятать всякое. Но нет. Комбайн. Вспышка света ослепила на весь экран, и башла, а тут летает искра, как в плазменном шаре. Ну, вкусовщина какой-то. Блять, кто там? Кто палит? Ебать, их еще и много. Они взяли, просто появились, что ли? Да вот же только недавно их не было. Да блядь! Да ёбана нахуй! Вишенка, спасибо за подписку на ВК. А зачем показывают врагов? Это вместо радара, типа? Ну, видимо, да.
Ну-ка, покажи. Там это, загрузка. Так, я не пойму, они тут лежали или что вообще? Никого не вижу. Вот, отхожу от комбайна в ту сторону. Никого пока. Они как-то с той стороны пришли, что ли, или что? Я понять не могу. Что на режиме инкогнито происходит? Пожалуйста. Сколько еще будет идти стрим? Ну, посмотрим. Может, долго. Ну, имеется в виду, может быть, часов 4? 5? А, стена какая-то странная. Так, идем к проклятому дому. Монолитовцы. Ого, вот он. Прикольно он так появился. Так, монолитовцы пока не вижу. Ха. Угу. Предупреждение. Блять.
Блять. Да, сука. Давай. Окей. Крыпы. Заходим. Доступно. А если через дырку наверх? Что это было? Контекстное меню какое-то, ну, типа, что-то появилось. Дыра. Угу. Ну пойдем. У меня деревянная дверь с надписью недоступна. Есть не догадался. Я думал, ты уснул, а ты в телефоне сын копаешься. Ощай промінням своїм. Душі 9. Я же слышал его. Крий слугам своїм задуми. Я чув, як ти зайшов. Підійди ближче. Интересно. А где этот мастиф? Я такое дерьмо уже видел же где-то. Підійди. Прийшов за своїм другом, вільний. Да. А зачем людей мастифа убил? Навіщо ти вбив людей мастифа в тунелі? Я не вбивав їх. Я не убивал их. Они пришли в логово опасного мутанта. Попали под атаку быстрее, чем я успел его убить. Він напав швидше, ніж я встиг його вбити. А что за молитву ты читал? Я чув щось схоже на молитву. Що це було? Молитва Монолиту помогает сосредоточиться. Забавно. Я забыл, как учился лечить и убивать, но я слово помню. Я пам'ятаю. Ага, понял. А что с мастифом? Що ти зробив з мастифом? Он был тяжело ранен, без помощи него не было Без шансов. допомоги в нього не було шансів. Тому Я принес ее сюда, перевязал. Не бойся, твой товарищ выживет. Не бійся. Твій друг виживе. Я чекав на це. Будемо цю мерзоту викурювати. Ладно. Монолитовец. Він десь поряд. Ровный парень вроде бы. Вот и все. Не, ну, на удивление, монолитовец нормально. Может быть, после уничтожения монолита... Он же сломан был, уничтожен, да, монолит? Я насколько помню. Ну, сам этот обелиск. И нужно еще немного времени, чтобы поставить его на ноги. Дня ухода и покоя должно быть достаточно. Має бути досить. Вот это поворот. Монолитовец ровный человек. Ну, с ебанцой, но нормальный.
Слушайте, интересный квест. Бля, это выброс. А где трупы? А вот он. Блять! А, вот он запустил флип. А можно я тут пережду? Что-то там на улице вообще неспокойно, нахуй. Их всех отпустил, когда в тень Чернобыля был отключен монолит. Кое-кто поехал, кое-кто в себя пришел. Понял, прикольно, прикольно. Ладно, я побежал. Испытаю удачу. Так, пойду за хабаром. Ёба народ, рядом прям ударил. И нахер, кабан, ты чё? Блять, какой-то мудак тут сидит и думает, что я за его хабаром пришел. Лихач, блять. Ну ты лихач, конечно, даешь. Налихачил на свою жизнь. Неплохо. Так, ага, и выброс успокоился. О, нет, или что? Ладно, пошли. Блин, ну блин, ё-моё. Погодка, конечно. Орёт, я бы сказал. На шепот это не похоже. Блять, ебучий рот. Бля. Нет, нет. Фу, нельзя. Кабаны говна.
Бля, не падай, поднимайся. Ты смотри, какой умный. Укрытие еще. Ёпта. Да, блин. Не, если кабан догадается, что это граната, я охерею. Да, блин. Да, блядь. Не, нормально. Кабан не догадался, что это граната. Это хорошо. Как животное может знать, что такое граната? Никак. Никак. Блин. Зрелищно. Страйкбольные, похоже. Так. Заметки врача. День 52. Во время обхода пациенты жаловались на затрудненное дыхание, общую слабость и мигрень, повышенное давление почти у всех пациентов. Вероятно, влияет изменившиеся погодные условия, потому как общие анализы в норме. День 53. Я думал, дело в циклоне, но произошел выброс и расширение периметра. Увеличение размеров зоны откроет еще больше возможностей для спасения жизни. Может быть, появятся новые артефакты. Это событие изменит нашу жизнь к лучшему. Зона увеличивается. 54-й день. В ближайшее время прибудут сотрудники МСОП, прикажут свернуть исследование, подписать лист от неразглашения, будто это подписи могут раскрыть невероятную мощь зоны. Надеюсь, это не последнее расширение периметра, и у меня будет время для открытия новых способов помощи пациентам. Значит, чем шире зона, тем больше еще и типа всяких чудес, так сказать. Зона становится все чудесатее и чудесатее. Я так понимаю. Энергетик помог? Да. Но я его брал с собой не потому, что ты мне это сказал, а просто я их собирал много и все. Гиппократ поехал. Ну там какой-то Гиппократ, да, восхищается зоной и хочет большого, еще больше расширения зоны. Ёпана. А, по борту. Вон он, вижу его. Так. Блин. А так, квесты интересные. Пока ни одной такой, ну, скучного квеста не встретил. Это довольно-таки интересно. Квест с иконой.
Любопытный. О, все, зона успокоилась. Ну да, может быть просто такая погода. Антоша Горыныч. Говори з голом. Ладно, болеешь. Просто что это? Так, еще один хабар. Так, надо Утецкий. Так, колбаса, да? Хорошо, ладно, колбасу покушаю. Блять! О, ёбнули мужика. Сука, хитрая. Ты глянь. Какой и прикольный. Ныкается, блин. Вон, вон. Суки, а. Сука, сразу прибежал, как только я спустился. Их еще и двое, блядь. Че он там? Исполняет. Лежит. Побежал. Блин, Антоха умер. Тохи больше нет. Хоть плачущего маргинала включай. Печально это все. Ведь был уверенный в себе мужчина. Стоял посреди такой грозы. Похуй. И так умереть от кабана. Они ж слепые, они тупые. Так, что-то происходит. Какая-то суета. О, какой домик. В просто частях осознание было виновных в мощных выбросах. Потом их кокнул стрелок. И что? В Зое Припяти от выброса без таблеток тоже отъедешь.
Так это сказано к тому, что выбросы закончились, видимо, не? Ну, точнее... Не, хотя все равно выбросы есть, не? Опа. Какая хитрая хуйня. А я заметил, я на опыте. Не, ну выбросы по-любому есть. Что-то как-то странно было бы, если бы их не было, да? Картечь. Ну, нормальное количество картечь. Лишний патрон отстреляем. Чтоб мусором... О! Так, и в каком состоянии? Ну, кстати, хорошим. А, ты смотри-ка. Хм. Картошечка. Странно это все, конечно. Могила. Картошка такая реалистичная. Любопытный домик. Очень любопытный. Непонятно. Но интересно. А выбросы не закончились и не перестали убивать. А какой эффект тогда сделал, ну, стрелок? Получается, он просто сократил частоту выбросов, типа... Просто выбросы как какое-то погодное явление само по себе осталось, но благодаря тому, что он уничтожил сознание, просто их стало не так много. Типа так? Блин, только бы этого сраного кровосисью не встретить. Место прям такое, как будто бы напрашивается. Угу. Ну прям хорошая игра. Хорошо сидим, считаю. Так, это куда-то ведет. Да, тут хабарги-то есть. Окей, пошли. Нас ждут приключения. Время приключений. Водка.
Мухой воняет. Точнее, дерьмом воняет, наверное, но мухи тут... Я как-то вот хотел сказать, воняет и мухи как будто бы одновременно, и получилось мухой воняет. А мухи пахнут, интересно? Ну, скорее всего, дерьмом пахнут. О! Флешка. Флешка! Связи все равно нет, буду писать в стол. Ты когда про эту трубу рассказывал, чего не сказал, что тут воняет как в жопе плоти. Меня потом в бар никто не пустит с таким амбре. Так что будешь сам проставляться, проводников. Проводник хренов. Окей. О, да. Е-е-е. А почему? ЮДП компакт. Так, пистолет Скифа, ЮДП компакт. А, то есть... Нарезной ствол. А, у этого 45-й калибр. Понял. 45-й калибр. Мухи пахнут. Ну да, получается так. Так, у меня перевес какой-то безумный. Букет С2, Зубер 19. Снижение голода максимальное. Так, от чего-то надо избавиться. Хотя ладно, ни от чего избавляться. Просто пойду. Рано или поздно я дойду. Ох, ебать ярко. Что этот знак значит? Дозу лишнюю выкинь. Дозы. Да они как бы денег стоят. Это вообще в лучшем состоянии.
Так, короче, буду сейчас жестко бухать. О, как красиво стало. Ну все, потопали, ёп. Это будет путешествие длиной в жизнь. Какая, сука, мне палит? А, блядь! Тихо, тихо, тихо. Блин, дерьмовая ситуация. Блин, ушлепок какой-то. Ну, кстати. Ну, вот это я буду чинить, пожалуй. Вот это я буду чинить. Все, потопали. Так. Эти места не из начала игры же, да, или мне кажется? Ебать, это он? Не, подумал, это другой. Это как с плоти просто. Блин, эта игра мне прям рекламирует и продает водку, я вам так скажу. Смотрите, как она. Только сделал ты глоток. И яркое. Как там было в этой рекламе? Трипфорс. Я сомневаюсь, что там линк что-то оставил. А, ну да, это место, кстати, да. Я тут был в начале. Блин, я упал сюда вниз. Теперь придется идти по этой кишке, как в начале игры. Ну ничего, ладно. А я туда, интересно, смогу перейти? Вряд ли, да? На сталкер, наверное, пить не умеет. Точнее, плавать не умеет. А пить он умеет, конечно. Пить он умеет. Но плавать... Он как бы... Если какая-то жидкость сразу оказывается у него перед губами, он это сразу выпивает. Неважно, какая бы жидкость ни была. А, он просто не идет туда. Кстати, в Сталкере Шрам мог пережить выбросы. Поэтому он был особенный. А что за Шрам? И почему он мог пережить выбросы?
Так, кстати. Попробую-ка я себя... Вот так повыше поставить. Угу. Все. Нормально. Шрам — это герой чистого неба. Тут он тоже вроде будет. Был трейлер. И сюжет, можно сказать, их не было. И то пережить он мог только сюжетно, если ты просто в игре под него попадаешь, не переживаешь. Не сюжетных выбросов их и не было, вот, типа. Все были сюжетными. Понял. Блин, вот это попадос, конечно, блядь. Как я тут оказался. Так, ну-ка давай-ка загрузимся. Бля, заебись, я сохранился. Подождите. Настоящий сталкер, твердая рука, холодная голова, запасной магазин. Звучит. Ага. Блин, это мудло там. Чё, закончился? Хряп, хряп. Пора, родной, пора. О, так, тут как будто бы знаете, что будет? Правильно. Артефакт. Сейчас залутаем красоту. А, я к тому странному дому вернулся. Не. Блин. Артефактом тут не пахнет. Даже аномалии желтые. Так это дым какой-то непонятный. Я такой впервые вижу. Может, ядовитый. Так.
Что тут у нас? Баржа. А, баржа. Понял. О чем речь? Так. Странный дом с монолитовцем. Проклятый, точнее. Так. Везде побывали? Ну хотя... А, это он и есть, да. Все. Все, теперь идем прямо. Я продам этот лут. Ох, я его продам. По кайфу вообще. Возьму и продам. Аномальный болт. Выкидываешь его, а он оказывается у тебя в руке. Греческая индейка сделал. Ля. Хорошо. Кстати, стоит, зырит. Интересно. А им, кстати, насрать на то, что у меня оружие в руке. А, блядь, нихуя себе! Как я выжил? Сань дезертир. Нихуя себе. Вот это... Вот это театральное сражение. Че, все? Всех положили? Витек клоун. Да. Действительно клоун. Петька подгон. Подгон. Блин, он, наверное, всех угощал. Там, знаете, был прикольный чувак. Ну откуда у него кликуха подгон? О, Петька. Спасибо за подгон. О, мы будем тебя так называть. Петька подгон. Вот так вот. Да что там зацепили? Не знаю, это, по-моему, тема какая-то этих. Так, вот это, конечно, выглядит странно.
Он просто зашел в нее и умер. Эй, блин, обошел. Волошин. Так, ну чё, Саня Дезертир? Здорово. Чё нового? В зону либо приходят чем-то, зачем-то, либо убегут от чего-то, остаются только ради самой зоны. Ладно. Давай я тебе попробую что-то продать. Что-то продать. Пиво? Побачимось. Ну хотя бы умер, уже прогресс. А в Зое Припяти как сломали аномалии, так модеры починить не могли. NPC не дамажили. Не дамажили. Блять, они Саню Дезертира убили! Господи, нахуй! Блин, сволочь, откуда вы беретесь, я вообще не понимаю. Солдат, кстати. Блин, военные. Что-то прям суетят и суетят. 48, 44. Вот это выбросим. Хотя, может, вот это вот получше будет. А, нет. Это вообще полный колор. Ладно, давайте Саня Дезертира залутаем. Это же зона, ёпта. Котейка. Насыщенность прибавилась.
Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Вот. Так, вот тут что-то электро есть. Вот в прошлый раз проходил, тоже слышал. А, вот тут или... А, погоди. Или чё? Или где? Тут вообще какая-то непонятная херня, боже. Тут что-то под землей есть. Тут даже гайки не проходят, что-то, ну, странное. Смотри, пытаюсь что-то сделать. Ага. Так. Не протиснуться. Ну, наверное, где-то дырка есть. Где-то проход есть. Че, вылетел? А, нет. Или это, погодите, или это то место, где... Нет, кажется, оно, да. Хотя непонятно. Ну, где вот группа мастифа пропала? Оно, может быть. Опа, идут, смотрите. Ублюдки дерьма вонючего. Решили ко мне лезть вы. Костян Шмыга. Ну да. Гена нерв. Гена на. Вроде... Это вартовцы, по-моему, да? Блин, вот это вот место... А, ну да, оно. Все. Вопросов нет. Идем дальше к линзе. С одной стороны, как будто бы хорошо, что здесь такой, ну, темы нет. Как в любых других RPG играх. Как прокачку уровня или типа того. Не знаю даже. Чисто ты, твой скилл, улучшение оружия, все максимально осязаемое материальное, без всяких этих магических штук, так сказать. Ну, в плане убил определенное количество врагов, и ты такой вдруг сильнее стал патронами убивать. Болты тут бесконечно, как и в прошлых частях. Да. Я тебе больше скажу. Нам просто подкинули один болт, и чел такой. Лол. Типа... Опа. Опа. А нам одну дали только, мы такие, типа, нихера себе, я могу кидаться болтами. У меня их, типа, миллион. Не знаю, как-то можно было бы, типа, аномальный болт какой-нибудь, там, типа, лор подкинуть, что это. Как только ты берешь этот болт в руки, он всегда у тебя где-то в кармане оказывается. Куда бы ты ее ни бросил и так далее. Прикольный предмет был бы. Такой чисто сталкеровский. И типа объяснения этому непонятному. Ну, типа нет. Такому аномалии.
Ну, к примеру, типа чел такой просто... как бы это сказать? Ну, допустим, он выбрался из зоны. Такой, типа... Выкидывает болт. А он как бы сохраняет еще свое вот это вот свойство. И все равно оказывается у него в кармане. Типа. Он бы такой, типа, нихуя себе. И как бы прикольно. Можно было бы даже сцену какую-то придумать, типа, в конце игры. Типа, главный герой такой выбрасывает болт, типа, стоя на балконе, типа, куда-нибудь там, не знаю, неизвестность. А она потом, оказывается, у него в кармане, он такой, типа... Угу. Зона, она, как бы, не покидает меня. Я-то ушел от зоны, типа. Из зоны, но зона не ушла из меня, типа, знаешь, такое там. Болт на ниточке просто. Ну было бы прикольно. Хотя не, аномалия бы рвала нитку, я думаю. Всякие выжиги и там прочее, они бы, ну, плавят же болт и так далее. Настя Бро, спасибо за подписку на ном. Бро. Ниточка уже волшебная. Притопал, ёпта. Переписка с неизвестным. Купоны переслал, как договаривались. Не тяни только. А то в следующий раз никакого аванса. Без аванса не работаю. Колеса будут на неделе. Ты обещал понедельник. Не, все зависит от меня, дружище. А будешь наезжать, начнет зависать. Начнет зависеть еще меньше. А вот и мій улюблений клієнт. Мой ёбаный клиент. Для Ёбаный торговец. Ёбаный меня называют. Я ему вот, блин, приношу ништяки. А я вот ёбаный вдруг. Ну, бля. Да. Так, как у меня есть калаш, который типа фул. Угу. Не продается. Заглядай, притримаю для тебе. А, у хомяка поспать можно. Да. Затерпел, получается. Хомячок.
хоч хтось пристойний. Выполнил твой заказ. Я з'ясував, що трапилося з групою Мастифа. Група Мастифа загинула через... Группа Мастиф погибла из-за опасного мутанта. Его спас монолитовец, унес лечить заброшенный дом. Роса и его подельники пришли туда, чтобы убить монолитовца. Щоб убити монолітівців. Мне пришлось их остановить. Мені довелося їх зупинити. Смотри, какой расклад, Скиф. Поручение мое ты выполнил, поэтому купон на КПК я тебе скину. Чтобы потом среди новичков разговоры не ходили, что я заказы не оплачиваю. А то, что ты встал на сторону монолитовцев, они же все чудовища, Скиф. Я как вспомню, что эти нелюди в прошлом вытворяли, а даже дрожь бросает. Батя годами из Залесья от монолита защищал. Ти, звісно, тут недовго і не міг усього знати. Але люди не зрозуміють. Я так точно не зрозумію. Как, блядь, щедро, нахуй. Я, сука, начинаю ощущать себя ёбаным Геральтом, нахуй. Который в ахуе просто ебашил 24/7 и... И получал там, типа, 3 гроша, нахуй. За какого-нибудь грифона, ебать. Буквально то же самое. Щасти там! Хе-хе. Так, продам-ка я эти калаши. Да, купонами. Блин, в рот я ебал этот артефакт. Ну серьезно. А от і мій. Для тебе найкращий. Для тебе. $900. Покупай свой же КПК, чувак. Если хотите вернуть свои КПК, заплатите 22 рубля. Так. 2 часа ночи. Ебать. Так, давайте поспим. Он не вернулся из-за тебя. Батя надоест тебя покрывать, сука, и тогда мы встретимся. Молись. Ха. Так, пошли спрашивать батю. Блять, у меня до сих пор перевес. Так, подождите-ка. Я, кстати же, могу улучшения поставить такие, да? Ну, хоч хтось. Для тебе? Для тебе.
Реально лучше не поставил. А, вот так это работает. Хуя себе, понял. Дальность плюс. Щасти там! Слушай, а музон неплохой, прям такой душевный. Якщо ти поняв додалося, значить день прийшов не так. Я знав, що це твоїх рук справа, Ріхтере. Я знал, что это их друг дело это дело рук Косова. А коси, чия людина, а? Моя. І тому мені потрібна твоя Поэтому мне нужна твоя помощь. Яким би він не був, він не має потрапити до Кем бы он ни был, он не должен попасть к Кварке. Ты припер этого припадочного в мое залесье и теперь что-то от меня требуешь? Від мене вимагаєш? Не вимагаю. Не требую, а прошу. По старой дружбе. Старого друга. Пішов ти. Иди ты по старой дружбе. Ладно, сядь, не мельтеши. Подумать надо. Подумати треба. Кошечки прям нравится. Смотрит. Ну. Лежит, смотрит. В упор прям. А ти чого вуха? А ты чего уши греешь? Сам же слышал, что я занят. Зайнятий. Які люди. Какие люди? Извини, если бы знал, что Варта так быстро до Залесья доберется, я бы тебе в другое место послал. Я навіть знаю, Даже знаю в какое. Что хотел? що хотів. Про припоя хочу спросить. Я шукаю одну людину. Припоя. Знаю такого. И где его искать, знаю, но мне тоже нужна помощь. Помоги мне найти Косова. Я расскажу о припое. І я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив. Батю, Нам просто нужно, чтобы кто-то слазил нам на эту вышку. Зелена справа. Клевое дело, да, я бы и сам, но... Чтоб тебя там замели, а я потом объяснял, почему мне в Залесье искровица швается. Нет уж, сиди не рыпайся. Сиди і не рипайся. Сталкера, Аэростат в центре Залесья видел? Надо на эту вышку залезть, да с оборудованием покумекать. Я скажу технику, чтобы он с тобой связался, когда доберешься. коли дістанешся. Не треба нікуди. Не надо лізти. никуда лазить, У мене у вже меня уже є есть наводка. Ти диви, як Ты смотри какой. А я говорил тебе, батя толковый парень. Знаю я, звідки його. Знаю, откуда его наводки. Ладно, свартовской овцы, Вартівської хоть вічі, шерсткий хоч клок. повний жмут. Тільки ти обережніше, коли косово Посмать. знайдеш. Він і раніше, Айка. а тепер взагалі бере. Але він усе ж моя людина. Кусает Яку хрінь меня. не скоїв. Допоможи йому вибратись, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб... Нельзя, чтобы Варта их получила. Нам цю Нам кашу эту ще кашу якось еще розгребти как-то треба. расхлебывать надо. Так, погодите, ребята. А чего вы так переживаете за Варту? Ну, типа... Почему нельзя просто взять, допустим... Вот так вот сделать. Вот так вот сделать.
укриття! Прикрийте! А, понимаю, блядь. Ну это было стрёмно, нахуй. А, не открывается. Я антивартовец! Антивартовец! Всех убью! Так, они бесконечные, я понял, хорошо. Но меня волнует другое. Вот допустим, я проверяю, короче, эту теорию. Ну, я поубивал их там до хера и много. Я просто уйду. И что тогда? Все, вроде бы, ну, ушел, да? Меткость прям хорошая стала пушить. После улучшений. Я в голову попадаю прям четко. Мочит на спаун. Да. Бля. Грохнул. Допустим. Не, они прямо агрятся. Так, ладно, давай попробую уйти еще дальше. Не знаю даже, как это вообще будет работать. Я надеюсь, игру не сломал, типа. Ладно, давай попробуем. Я потрачу время на это. Да, попробуем просто пойти. И позаниматься своими делами. Квестик там какой-нибудь, типа.
Вчера валенок. А, валенок. Алло, вільний. Давай, зроби собі бот. Покажи себе услугу. Сделай кое-что для хороших людей. Там в домі засів сраний любитель. А, халяви, главари. ім'я Гріша Валя. Так, окей. Висить мені купу бабла. Тільки замість Бандит. купонів він мені волиною в рожу тикає. Бандит. Базарь з ним, душа. Може попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш? А то бляха я вже на пределі. Уловил. Зрозумів я все. Не нервуй. Умнічка! У двері не сунься, а то Валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакайте. А фугас постереже. Чого завжди я? Потому что я так сказал. Короче, вольный, чтобы без гнилого кипиша. Не бесите меня. Ну давай. Без гнилого кипиша, так без гнилого кипиша. Габарит, черту. Спасибо, что вмешался. Подойди. Сейчас, погоди. От вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малою валити. Сталкер, спасибо. Я тебе верю, твой должник. Ты всей зоне должен. Схоже, ти половині зони винен. Да не то, это не то, что ты думаешь. У меня был план вообще-то. Просто не хватало ресурсов. Я бы полгода по мелким поручениям для хомяка и бати бегал. Хотя, ну чтоб на нормальную волну и детектор накопить. Только это. Хотел сразу за серьезное дело, понимаешь? А там бы я все вернул. Рассчитался с Ти колдуном. спочатку з Мольфаром розрахуйся. Не 100% обещан. А ну вообще-то я собирался отдать, правда. Прямо зараз? Что, прям сейчас? Ну да, так будет лучше. Сделано. Купоны перевел ее. И тебе, І тобі, і Мольфару. и колдуну. Ну все. Мне деньги от Валенки только что упали. Передай пример засранцам. Может, я даже стопку им поставлю, если не будет. Все как говно вести. В общем, спасибо, сталкер. Отбой. Найс. Получаем... вот за это 675, блядь! За это нахуй. А за то, что я погулял по маковому полю ебейшему, 375. Пиздец, нахуй. Или нет, даже не это. Блять, пошел нахуй диггеров вот этих вот самых вызволять. Там кипиш такой, история прям вообще ебать копать. И тут тоже, блин. 375. Ну ты даешь. Ну ладно. Так, это же вартовцы, да? Они, кстати, спокойные. Ебать, кто-то умер. О, а я сразу как коршун налетаю. Ништячок. Ладно, сейчас посмотрим, что скажет. Нападут, не нападут.
Надеюсь, нет. Так, ну это сталкер вольный. Вот тут, если сейчас начнется кипиш, то пиздец. Я в этот дом никогда не попаду. Я жестко планирую сейчас подлутать трупы. Да, они до сих пор там на агрессии. Розосередитися і почати пошук. Ворога не виявлено. Блять. Так. Бля, нихуя. Я вдруг подумал, а они могут устроить замес между собой? Ну типа вот он я. Так, Тима Зеленый получает урон. На Тиме Зеленому похуй, он терпит. Так, этот не терпит. Так. Что-то намечается. Угу. Якого біса? Тёма адвокат. Я ще чув. Блять! Ебать, они их убили, прикинь. Ну одного точно вальнули, блять. И похуй, терпит нахуй. Фимагусь. Блять! Стервятник. Да. Не подобається мені це. Не нравится мне это. Ну давайте. Ебашьте друг друга. Так. Не, суета какая-то происходит непонятная. Они как бы, ну, хотят воевать, но не хотят, короче. Вольные сталкеры что-то прям, ну, такие. Схоже, нікого немає. Ебать, прям по ебальнику попали. Эх. Попадают, блядь. Так, треба прикинути, скільки ще до нової гвинтівки не вистачає. Усе, відбій. Відпочивай. Минус.
Мне вот им приходится столько стрелять, а мне достаточно сделать один выстрел. Один точный. Приточный. Уже й не пригадую, нащо поперся до. Бля, откуда он стреляет? Для чого на велику повернути? Да ладно. Вон он что. Не подобається мені це. Я щось чув. Я что-то слышу. Да, вы что-то слышали, ребята. Действительно. Что бы это могло быть? Ну ладно, это пиздец какой-то. Короче, забить это надолго и долго. Блядь, а вдруг реально сейчас будет спокойно, потому что я загрузился? Блин, я ж не подумал об этом. А вдруг просто достаточно загрузиться? Реально. Это, скорее всего, сработает. Не, нихуя. Я ничего не боюсь. Ладно. Так, это загрузка. Усім бути на поготові. Нихуя себе. Блин, пока по мне не начал стрельбу этот хуй, блядь, все было хорошо. Блядь, кажись, можно их успокоить? Кто там хлопает?
Так, погодите, это реально. Это, походу, очень реально. Ну, успокоить, типа. Короче, надо убить последнего до появления как его, подкрепления. И не делать лишних выстрелов, как будто бы. Только так. Розосередитися і почати пошук. Вогонь на ураження. Бля. Гениальная раскидка, да. Блять, вот убить его надо было и все. Так, ща, подожди. Если я быстренько или не быстренько. Просто отойду, наверное. Я резко задумался. А чем нам назад? Блин, там так много лута, так много трупов, ёб твою мать. Я даже читал книгу, правда только название. Ох, что Сталкер 2, когда уж полностью это делают. Да. Блять. Блять. Так, есть вариант. Может быть, я просто уйду не сильно далеко, а так.
Где-то поблизости буду. Главное, чтобы они от этого дома отошли. Все вражеские, ну, варты. Тогда я просто агрессивных вартов убью. И мирные появятся, не загорятся заново. Ну, не среди толпы, из всех людей мира. Так, и понял, как определять россиян среди толпы. Правда, как россиян определять из толпы. Он тот вот мирный. Видите? Мирный. И там один агрессивный. Прочісуйте все, він поряд! Вот они эти два. Бля. Блин. Как бы так. Найс. Прочісуйте все! Він поряд! Прочесывает все, он рядом. Схоже, нікого немає. Кот в помощь. Да. Ложится на мышку, стреляет. Это ее метод. Я их вообще не вижу, кстати. Хм. А, вон и. Бля. Что-то энергетика захотелось. Вот мирный. Блин, вот. Был бы у меня еще, ну, типа, ну, какой-нибудь дальнобойный ствол с глушителем. Вообще был бы кайф. Но нет же у меня такого. Хлеб, кушай хлеб. Хлеб, кушай хлеб.
Нахуй. Вот и все. Так. Это Жакан, да? Вот и все. Нет, уже Жакана. Эх, а дроп не дойдет. Капец, их там косоебит просто. Не, ну тут надо другое какое-то, ну, тактику выбирать. Не понимаю. Надо очень быстро их убить. Как будто бы приемлемый вариант самый с гранатой, но... Не знаю. Пошел папка. Давай, удачи. Сам тоже прохожу сталкер, не хочу спойлеров. Спойлер в том, что, типа, смогу я разагрить этих вартовцев или нет. Ну да. Хочется такое самому попробовать, да? Погоди. Я как будто бы смог. Это был последний? Привет, Вася. А что он у меня будет делать? Что, зашугался? Из-за этого. Из-за того, что могут посадить. Так это же не было на официальной информации. Никто не признал эту игру экстремистской. Поэтому... Зря трясешься, Вася. Блин. Вот у них один пипец. Да. Ну я тут в мирном поселке решил устроить беспредел и принялся убивать группировку вартовцев. У них с ними еще и, как его тут есть, основной сюжетный квест.
И игра, короче, они как сделали? Они не дали мне пройти в комнату, где сидят ключевые NPC, когда я начал стрельбу. Розосередитися і почати пошук. Увага усім. Візуальний контакт втрачено. Блять, ты тут откуда нахуй? FBI Open Doors, да. Даже Мизулина не возбудилась от этой игры. О чем тут говорить вообще? Игра хорошая. Ничего политического тут нет совершенно. Самый что ни на есть старый, добрый, не закарабченный стал. Ворога не виявлено. Усі з тобою. Я бы как будто бы им Streamlabs играю. Блин. Блин, может пистолет с глушителем сделать? И тихонько. Может тогда все будет спокойно. А в предыдущих NPC тоже не видели аномалии? По-моему... Да, я вот хотел как-то запустить, поиграть, но вдруг дали возможность поиграть с второй сталкером. Поэтому это... Ну, блин, там вообще они вроде бы как так же подыхали. Но видели они их или нет, я вот что-то вспомнить не могу. Ворога не виявлено. Кидаю гранату. Блин, сложно нахуй. Да блять, ну умри просто. Ох, всякое говно валяется, я просто ебал. Погодите, вот эти вот смерти не тоже считаются? А, ну да. Капец, дохуя раз умер на этих уёбках. Блин, а смерти ведь считается. Ё-моё. Розосередитися і почати пошук. Блять, почё-то почо. Ворога не виявлено.
Прочесати периметр! Бля, это ластовый же. Хотя нет. Бля. Блять. Сука, а ведь счет смертей идет. Бля, обидно нахуй, что у меня счет смертей растет чисто из-за этого, блять. Но мне надо их как-то разогреть, бля. А разогреть их можно только если я одновременно убью всех. Одновременно, бля. А как это сделать по-хорошему? Ладно, сейчас я, короче, просто забегаю в дом, блять, и все. И там делаю, Да нормально. Блядь. Я просто... Как будто бы... Возможно, заебашил себе софтлок. Ну... Может быть. Я, конечно, могу загрузиться обратно, просто на... Но тут, короче, еще какая штука. Тут очень много прикольного лута сейчас лежит. Я мог бы это все налутать, если бы смог их как-то разогреть. Но как это сделать, блять? Вот в чем вопрос. Вот этот вот не агрится. Вот. Как только граната взрывается, это агрится.
Чего, блядь? А ты откуда взялся, нахуй? Почему сзади, блин? Я не понял. Я вообще не понял. Что он делает сзади, вообще не понял. Бля. Не, ну я попробую, я буду вот пытаться. Не, нормально так, блядь, аномалия, нахуй. Прикольно, блядь. Вот тут гранаты не работают в этом пятачке почему-то. Спам врагов поставили. Не, ну, блядь, 3 гранаты кинул, ни одного взрыва. Чё они тухнут там, нахуй? Бля, был варик, нахуй. Типа, что я смогу убить их гранатой, блядь. Но нет, нахуй, граната не работает, потому что, сука, он просто там не должен взрываться. Или что? Я не понимаю. Он в том пятачке не взрывается. Вообще не понимаю, почему. Ворога не виявлено. Бля, ебать, я стрелять стал зато. С пистолета прям, как профи. Блять, откуда это чмо взялось вообще? Пошел нахуй. Бля, откуда он взялся вообще? Бля. Какой заебный момент. Просто пиздец. Ладно, блять, я просто загружусь, нахуй. И в рот ебал в натуре. Пиздец, обидно, нахуй. Столько смертей получил. И ради чего, блядь? Ради нихуя. Просто нихуя. Мимик. Блин, или все-таки прям вообще до конца пойти? Сейчас, подождите, сейчас придумаю. Потенційна небезпека. Что-то я так подумал, а может быть там есть такой момент, что можно как-то... О. Так, кирпичные окна.
О, зеленый. Вот это вот красный. Усім бути на поготові. Спробуй дістати. Блять, гранату достать. Прочесати периметр. Вот опять не взорвалось. На позицію. Прикривай. Хотя мне показалось, что я рассчитал таймер так, что он должен взорваться. Залезьте под атаку, все по домам. Мгм. Окей. Потрібне укриття. Прикрий. Блять. Ну почему не продолжает агриться? Вот, это спокойный. Так, последний агрится, который, ну, где-то тут. Я знаю. Ти десь поряд. Блять, вот он. Сука. Блять, зашел уже. Ну, там зона респауна в этих врагов. Там гранат не взрывается. Почему-то. Чутно шум. Перевіряю. Прочесати периметр. Прочесати периметр. Ціль виявлено. Працюємо. Для укриття. Прикрий. Да блять, ну сука, прицелься. Угу. Ну как кончик, блять. Висуваємося на позицію. Прикривай. Ёбаный рот. Можно выходить, говорит. Опять под атакой. Блин, я, короче, лишнего, по-моему, убил. Вот он где-то опять внутри, блядь, сидит. Чё, он сзади где-то, блядь? И внутри, да?
Усім бути напоготові. Розсередитися і почати пошук. Блять, это никогда не кончится. Загад, почему человеку с сахарным диабетом нельзя играть с кошкой? Бля, вы гляньте просто на эту гору трупов, нахуй. Трупы, 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 трупы. Санта. А ты 7-го нету? Должен быть, да, должен. А, в рот ебал. В пизду. Короче, он того не стоит. Нахуй. Я их час хуярил где-то, ребята. Час, ебать, я час потратил на это. Пустую, бля. Как-то не мега по-уебански эту тему сделали. Не понимаю вообще, ну, типа, в смысловой теме. Как это вообще, блядь? Ну, убил я вартовцев. Ну и что, типа, что такого? Они как-то сюжетно слишком важны. Вокруг них что-то крутится. Непонятно, блядь. Аномалія, цирк в іншому напрямку. Бувало йому. Я знав, що це твоїх рук справа, Ріхтере. Це справа Руспосо. А ти... Я... Я шукаю.
Не, ну автомат, конечно, четкий стал. Ничего не скажешь. Так. Ну-ка, давай-ка хлеб уничтожай. Я на межі вже нахрен! Пішов ти! Кляті гопник! Дякую, що Бля. Прикольно получилось. От вляпався. Доведеться або всі борги віддавати, або з малою валити. Что они там? Состояние вообще не очень. Сталкери, дякую. Що тут? Ти спа... Прийом. Мені гроші від Валяна щойно впали. Передай засранцю привіт. Може, я навіть жарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як гімно. Гаразд, сталкере. Дякую. Відбій. Ага. Так, ладно. Пойду заначку золотаю. А хотя погоди. Сначала продам это говно все. А то сильно много весит. А от Косий. ще скоро. То Ну, для. Коси. Зубр.
Ага, нихера себе консерву много есть. Аптечки тоже такие. Не, на аптечку продавать нельзя. Категорически запрещается. Заглядай. Что за дом? Точнее, трейлер с тарелкой. Дима вертуху. Блин, чуваки, я не вовремя. Так, ее поднимем нахер отсюда. Центр, прийом. Це північ. Это север. Рядом с КПП замечен наемник. Попадает под ориентировку на Лешего. Движется на восток, в сторону недостроя. Веду наблюдение, жду дальнейших пожеланий. Леший какой-то. Иду такой по трубе. Хаваю. Вартовцы. Звертайся до старшого. Питання до командира. Командира у них нет. О, труп. Локоть. Локоть в поисках Лешего. Локоть, здорово. Есть инфа, что Леший драпанул в наши края. В ваши края черкани мне, если кто-то из твоих его приметит. Придержать надо? Да не, этот мудак мне нужен живым. Хочу ими заказчика выбить.
Ты прикинь, на меня рыпнулся только локти. Так просто не возьмешь. Да-да, заметано. Всем нужен леший. И это его леший убил, интересно? А кто другой? Кита. О, вертолет. Угу. Вернулись к маковому полю. Ёб твою мать. Ну ладно. Конечно, ради этого не стоило вот такой путь проделывать, но что поделать. А что это за вопрос? Преследует как будто. Угу. Нормально. Блин. Склад знаков радиации. О. Какая-то хрень плавает.
Давно я, кстати, аномалии не встречал с артефактами. Вольный, старая. Раз, два. Мужик, я просто мимо иду. Ну я ж просто повз ішов. Саня, что? Команда открывать рот не было. А, я могу стать за нахождение вблизи охраняемого объекта, блядь. Есть поставлю или договоримся? Перевел. В смысле, кто перевел? Я перевел? Я нихуя не перевел. Как грамм. Огонь вообще. Не понял. А где он? А. Все что ли? Не, нихуя есть. Наверху. Да? Тут есть выход на второй этаж где-то. А я об этом не в курсе. О, увеличенный магазин. Что за радость? Что за радость? Хе-хе-хе. Придурок. Выбросить. Выбросить. Не, никакой политики тут нет вообще. Чисто нормальный сталкер. Прям нормальный духовный сталкер. Без всякого говна. Ну, по крайней мере, пока так. То есть, стоит играть и играть, может быть, что-то там будет потом. В конце. Хер его знает. Ну, а пока... Все довольно-таки... прекрасно. А почему Мэдисон забанили все? Да он сам как бы это виноват. Поясничал, сидел. Ну как? Ну, поясничал. Ну как бы это сказать по-другому. Не, ну тут как бы двоякая тема, скажем так. То есть, ну, взял он ножичком, типа, поэтовал, и там как будто бы выглядело, ну, поударял, типа, по трупу, и выглядело так, как будто получилось З. Конечно,
видно, что он, когда он это сделал, он только тогда успокоился и перестал бить по трупу. Ну, такое, короче, что... В общем, массовое рапортование прошло от украинских зрителей. И его забанили. За эту тему, еще за много чего другого. Он там типа сидел, там шутил на тему украинцев. Хотя, справедливости ради, он очень много даже защищал вообще игру и вообще самих украинцев на тему того, что вот типа не надо тут просто на тему нации просто агриться и так далее. Но он в своей манере шутил, и как бы украинцы один хуй обиделись. И зарапортовали. Доносики сделали. Бля, сука. Ну я в последний момент только увидел простяжку. Баги есть, но не сказать, что они прям такие критичные. Нормально. Сучья, блять. И ваншотит, что ли, растяжка? Я на самой высокой сложности играю. Иногда ваншотит всякое. Но справедливости ради у меня броня-то не хуйная. Разжился. По красоте. Бычара, ты труп, бойня. Ты где, блядь? Сука, гондон. Бля, найду тебя, изнасилую просто в жопу этим автоматом. Гондон. Блядь! Как он много насрал! Тут вообще пиздец, мудак какой-то безбожный нахуй. А так пиздец, 155 гигабайт игра весит. С Xbox и Game Pass. Ну, Game Pass это да. Бля, я и забыл, что у меня Game Pass есть. Угу, наверху. Лежать. Леший, блять, а тебя все ищут, сука ебучая. Гондон вонючий. Сюда, блядь. Нормально нахуй. О, СВДшка, СВДшка. Ну это нормально, это нормально. Это мы любим. Заказ на убийство локти. Да ебать. Леший созрел заказ, который могут дать только такому профи, как ты. Уберешь локти, замочить пахана. И нахера мне так подставляться? Он всегда ищет благоприятные возможности. Взгляни на суммы и на перспективы. Сумму вижу, перспективу маловато. Нравится мне в людях умение торговаться. Вот так получше. Дай мне неделю. Ну там... Непонятно. Так. Ё-моё, 150 растяжек накидал.
Вы гляньте на этого урода. Пипец. Душный тип вообще. А чья русская мова тут есть, что ли? Я слышал, что ее вырезали. Да, нету ее. Нету ее. Ну, может, и не вырезали, а просто не делали ее, скорее всего, будет правильно. Типа ее просто нет. А как ты сделал? Да это просто украинская. Она иногда звучит как русская. Все просто, это украинская, но она по большей части как русская звучит. Поэтому я по большей части, ну, нет, не ставлю английскую озвучку и так далее. Ко мне заходили вообще какие-то, ну, шизанутые люди, типа, хуй пойми кто, то ли зетники реально, то ли кто, но они такие, типа, блядь, ну, на эту тему очень много всего писали. Дохуя народ сегодня я перебанил, пиздец. Еще какой-то украинский школьник зарейдил меня. Ну и как зарейдил? Он просто дохуя ботов накинул на мой канал и писал ото всех свои, ну, якобы как разные люди, но он один сам писал за всех. И, короче, старался на провокационные темы, короче, меня вытащить. Долбоеб. И народ такой, ебать, нихуя, когда ты успел стать популярным и тому прочее. А чел прям так писал хорошо. Видно, что не первый раз такую хуйню делает. В том плане, что... Пизда. Работайте, ребят, работайте. Я патрон особо тратить не хочу. Молодцы, молодцы. Ты подвергся буллингу. Да не сказать бы. Был бы буллинг хотя бы, ну, хоть как-то интересно, что ли. Или будь этот буллинг хоть каким-то образом задевающим. Но нет. Буллинг этот был как трата времени и пердеж. Навоняло и пропало. История. В смысле, история народа Саха или что? За шизиков, по-моему, нету на стриме. Люблю стрелять в собак, всегда готов заебашить пару-тройки псов. Люблю убивать собак, всегда готов. Ладно, качай, короче. Да, хорошая игра. И рекомендую играть на украинском языке, нежели чем на английском. На английском атмосфера вся портится. Ну, ее тупо не будет. Украинский сайт. Без, как бы, этого. Без всяких каких-либо таких негативных мыслей. Все качественно, заебись. Негатива тут нет. Ну, кто знает, может следят за тобой. Кто? За шизики? Да и похуй на их мнение, если честно. Ну, как можно, типа, серьезно воспринимать человека, который...
Блин. А-а-а! Господи. Блядь, ебучая. Как можно серьезно воспринимать человека, который, ну, просто буквально готов, не знаю, пустить под трамвай 5 человек, чтобы спасти одну собаку, например. Что-то такое, знаешь? Они же вообще ебанутые, нахуй. Это, ну, тут зомби тоже есть, да. Я, по-моему, это так, ну, типа, где-то видел такой прикол. Так. Переписка бандита с пропавшим товарищем. Сиплый, тебя где черти носят? Ты там всю стоянку пометить решил. А я говорил, что место дурное. Так нет, надо было стать на ночь возле аномалий. Егитяне. Вот я спасибо. Расходи Ардуджан, да? О-о-о-о. Противогаз Аврора. Den tog till Leonide. Du måste mig det tost svinga Leonide.
Прикольная паста. Водочка валяется. А, так они тут спортом занимаются, нихуя себе. Они типа водку выбросили, да, типа у порога выкинули. В комнату не стали закидывать. Спортсмены. Во-во-во, смотрите. Я избавлю вас от этого яда. Молодцы, продолжать. Спортом в куртке, блядь. Блять. А ты как себе представляешь этот токарь, блять? Он такой: ребята, я спортом заниматься и переодевать спортивную форму, нахуй. Що ти трёсся тута? Харя. Сталкера, ну еще. Сталкера шукаю. Косого. Зустрічали? Встречал? Ну заходив тут один. Лихой кухонь правильно. Шуганули. Куда он пошел? Куди він пішов, бачили? У нас тут що, Давідкова? Я заплачу. Гаразд. Я заплачу. У бік хутора твоя пропажа потупала. Там хати всі давно трухляві. Викид почнеться, без нормальної нори поховає. Так що, думаю, біля млина треться. Аплодируйтесь. Спортсмен. Блять, вот он, спортсмен. Лікоть, тримай в курсах. Десь тут якийсь сталкерок підозрілий. Ми його шуганули в бік хутора. Пон. $1500 отдавать за это говно. Что-то ничего не охота. Как бы то ни было, ты все равно узнаешь. Да. Ну я просто что-то подумал, потом тупанул и, блядь, я же мог бы, ну типа это. Ну деньги-то они же переводятся к нему на КПК. Я сначала отдал ему деньги, думая, что я их обратно возьму. Хочу и трусь. Тебе дозволу питати? Хочу і труся. Борзий! Пацани, тут кандидат на жмура. Выборы кандидаты на жмура. На жмура. Да где ты, ёпт?
Спортсмен! Ты где? А, иду. Блин, ну отзывается самое главное. Молодец. Стоило только спросить. Было бы еще прикольнее, если он сказал, тут, а я, блядь. Чё там бродишь? Тут, а я. Десь тут якийсь сталкерок підозрілий. Ми його Ти чо шуганули в бік безпреділ? хутора. Не хвилювайся, весь хабар буде ліпше за новий. Короче, бандитов никогда жалеть не стоит, они что-то прям вообще. О, аскет. Сашок аскет. Блин, нажили себе прям хорошо, да? Сейчас, подождите.
Уйди, говорю. Что делаешь? SSD 2 терабайта за 90 баксов. А что так дешево? Ну, меня бы это смутило. Типа, бери. Коля предлагает. Как будто бы, ну, супер выгодно. Блин, ебучий перевес. А, водяра до хера. Так, в этом районе стати у нас, да? Жутенько. Ну, пойдем. Кровосися. Да, похоже на кровосиську, как будто бы. Круто.
Записка брошена в пещере. Эй, ублюдок, ты думаешь, я тебя не запомнил? Ничего, пещера пустая, как на Сайн Утро. Попробуй хоть ползком, но выберися, все кишки тебе выпущу, мразь. Колпак. Жека колпак. Да. Дырчик. Блин, на имя. Валик Дырчик. Витя Медведь. Медведь нам не давался. Медведь сопротивлялся. Блять, кабан говна. Быстрее перезаряжай. О, блять! Первый комментарий. Да, я тоже охуел, я помню. Блин, ждал. И нет его. Кровосись это этот. Не оправдал ожиданий. Бля, вас как много. Блядь, еще какие-то сучьи гондоны пришли.
блядь, ебаный рот. Бля. Козлы вонючие. Солдаты, блин. Нацеленный холодный душ. Профилактика. Чё только не узнаешь. Он там, что ли? Блин, прикольно, что в этой игре есть прострел. Так, этот не простреливает. Это тоже не простреливает. А если возьму калибр побольше? То. Не простреливает. Окей. Ты ко мне, что ли? Саня, крестный отец. Ни хера себе не имя. Бля, ну и кривой же пиздец. О, прострелил. Говори з головним. Головной. Здоров, чоловіче. В Вене вертолет главный. Раз уже. Интересно. Как мог вертолет стать главным? Вертолет. Щасти. Так, ладно. Стопудово мельница. Пошли на мельницу.
Кровь. А, блядь! І руки тримай, щоб я бачив. Суки. Блин, гранат же у него, конечно, прям много. Ти хто такий? Якого хріна тут забув? Спокойно свои. Спокійно. Я ствола прибрав, бачиш? Свої. А може, ти вартівська сука? Винюхуєш тут щось? Хоча ні, бикою не вийшов. Та й сильно ці козли горді, щоб сталкерське лахміття натягати. Звалити звідси допоможеш? Раз свій. Як сталкер сталкеру. Ну... Это вы ночью с Старого моста напали? Це ви вночі напали біля старого мосту. Навіщо? Зачем? Ночью не, я уже утром этих ублюдков нашел. Ну и добил полудохлого. Видел бы ты, как эти козлы с нами пару лет назад. Тут хороших сталкеров полегло, когда эти твари решили показать, кто в зоне хозяин. Хто в зоні хазяїн? Та в сліпого пса більше людяності, ніж у вас. Тож око, курва, за око. Курва. А в чем проблема свалить самому? А сам чому не звалиш? Варта все перекрила. Суки ляхаві. Але в мене є свої сталкерські шляхи. А как сталкеры сваливают? Є ідеї, як з малої звалити. Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. А что за артефакт? Що за артефакт? Все тобі розкажи. Обычный, просто знаю, как с ним обращаться надо. А, я в этой пещере только что побывал, да? Вопрос? Больше нет. Так що, допоможеш? Справа життя та смерті. Да буду артефакт. Гаразд. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі став. А ти як гадаєш? Ну хто зна? Я все Так, так. Ладно. Сенсор вард. Устройство, считающий, записывающий показания окружающей среды, всплески аномалии, энергии и показания здоровья носителя. Интересно. Блин, можешь его не убивать? Ладно. Бывай.
Блять, вот как знал, что не нападут. Долы. А? Ёпта. Ой, да... Да ёп... Откуда вы берете? Кабанчик. Айка, блин. Кабан. Кабан это такое животное. Сильный и злой. Где-то сволочь. Блин, что-то до хера. Ясно. Сейчас тут по сюжету, наверное, по скрипту кровосись появится, да? Бля, да. Да блин, в смысле пиздец. Блять, а как нахуй? Это же бред полный. Это батамат и батамат. Ну что делать-то? Табалабат. Не получается. Ты ебанул? Он мне... Ну да уж, вау. А что делать? Он просто зажал меня и все.
Ну нахер. Граната мне взорвалась. Я вообще не понимаю, где он. Блин, ты перезарядишь его? Нет, блядь. Говнюк. Плесень. Уже день. Блять. Помер. Мистер Кабан. А, блять, долбоеб стоит нахуй. Ну, артефакт у тебе? Сука.
хріна не попередив, що в печері така мудота водиться? Мудота. Ти пішов туди? Ты бы это не пошел Тож туда. бо й воно. То-то и оно. Да пошел он нахуй, знаете. Артефакт я собі залишу. Можеш варту, як вони тебе знайдуть, теж у печеру відправити. Ах ти подло! Ну реально, заебал. Не спасибо, ничего, там, ну сорян, да, отправил, ну что поделать, тогда прочее. Не я такой, а жизнь такая, там вот это вот все. Нет, надо было, бля, выебываться. Выебываться надо было ему. Придурок, блин. А, сюда. Бля. Какого хуя так много кабанов? Блин, зараза. Бля. Пуля застряла. Отлично. Пора это говно выбросить. Что, притворяешься? Так. Сенсор варты либо Рихтера, либо этому. Ага. Интересно. Ну, Рихтер меня, в принципе, выручил, поэтому надо бы ему, ну, это, должок-то отдать, так сказать. Костер горит. А кто его зажег? А, блядь. Все хаваю, хаваю. Давай, спокойной ночи. Я тоже скоро закончу.
Завтра днем, чтобы запустить. Не жалко в этой игре жирным стать нельзя? Это была бы реально смешная тема. Пришлось бы соблюдать диету там. Ебать, мне понесло. Сидит, играет на телефоне. На КПК, то есть. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, Насколько это важно. Так, у меня есть то, что тебе нужно. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Теперь рассказывай Тепер о припое. розповідай про припоя. Я вже казав, що в тобі не сумнівався, а? А припой техника это МСОП. Скользкий тип. Технік МСОПа. Это не похож на человека, с І которым ти не припой сильно обычно схожий на работает. людину, з яким припій зазвичай працює. Розкажи детально. Чергова охоронна структура з великої землі, яка вважає, що може казати сталкеру, куди йому йти, а куди ні. Тільки ці ще й носа свого А на кого? на людину видатних можливостей з пошуку різних ідіотів. Ми з тобою тут дуже схожі. Але якщо серйозно, припій, жадібний боягуз і ніколи не соромився бити в спину. Боягуз. Як він опинився в лавах МСОПа, я без поняття. Хоча, чого це я? Мудил там вистачає. А от те, що ти з припоєм знайомий, мене дивує. Не густо. Це все, що ти з'ясував? З припоєм я раніше був знайомий. Випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній, кажуть, мсопівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш. Зізнавайся, що ти біля старого мосту робив? Аномалії шукав? Чи щось цікавіше? Я активував один пристрій, ну а далі фонтан світла, варта і троє невідомих, що намагалися всіх убити. Так, я пам'ятаю той концерт. З пошти його було гарно видно. Так і знав, що ти там першою скрипкою був. Гаразд, ми відійшли від теми. Сферу штурмувати в лоба – думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Але у мене є ідея. Я маю просто взяти і повірити? Якщо в тебе є свій інтерес, кажи прямо. А ні, відвали. Ми відповідаємо за тих, кого врятували, якщо що. Хочеш воювати з усією сферою? Та будь ласка, ідіть, не обляпайтесь. Ви спершу вислухайте. Привет, Тундра. гарячити голову. Здорово. Я дізнався дещо цікаве. Після того, як варта почала наводити кіпіш, Сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. І що? Там монстри? Гірше. Свідоцтва Сухінових незаконних оборудок. Компромат січеш? Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне. Дещо, що відчинить нам усі двері. Косарик. Ну, мне один человек дал свой аккаунт. И я вот играю на нем, грубо говоря.
Стимовская версия. Ну, хоч. Так. Еще себе. Нормально. О, привет, Боякин. Здорово. Окей. Туди, сюди. Щастить? Ти хто? Мастів. А. Скіфе, я хотів подякувати тобі. Линза может... Линза может говорить что угодно, но если бы ты девятому не поверил, может быть, я тут сейчас не стоял. Ну, поговори перед тем, как он ушел. Кто бы мог подумать, что монолит с нормальным бывает. Хочу отблагодарить тебя хоть немного. Вот координат тайника, с меня пока заброшенных сторон хватит. Я хочу я туда идти. Тайник погибшего сталкера. Ебать ты насрал. То есть я топай туда, нахуй, да? Ебать. Linux пользуешься, да? Только виртуальная машина Linux. А вот Установил дистрибутив, который не поддерживает Debian Fi. для тебе. Комбинезон дебют. Погоди, это еще что ли дополнительно? Интересно, откуда они мне? Еще дверного замка. Как игра? Да игра норм. На самом деле, вообще нормально. То есть без страха и упрека можно играть как будто бы. Ну, я не знаю. Если вдруг скажут и объявят эту игру экстремистской, то, конечно, тогда да. Стоит молчать о том, что эта игра такая. Не, ну я прям что-то уверен, что игра, ну, не будет признана экстремистской. Не будет она признана экстремистской. Но я не вижу вообще каких-либо подоплек к этому. Все вообще как-то благородно, чинно. Без всякого этого. Без жести. И бреда. На, ну, на политическую основу. Ничего такого нет. Чисто сталкер. Ну, просто сталкер. Бля, вот это говно надо починить как-то. Щастить! Ну что, часто вылетает? Не, только один раз вылетело. Ну, когда вот тогда ты был. И то, когда я отошел и сидел на костре. Спрашиваю бывалый новичка, что выбираешь, потерять броню или хабар?
Новичок не глупый, казалось, и отвечает. Выберу не ходить на Террикон. Не ходити на терикон. Блін, та не смішно. Ну не смешно, да. Я не понимаю, что такое Террикон. Ще один. Я звалю нахер із зони. Ладно, бывайте. Это неловкое молчание. Блин, далеко же он меня послал. Я надеюсь, там что-то легендарное, иначе это будет печально. Чел писает. В смысле, там чел писает? Я не заметил. Отошел и сидел на костре. Спрашиваю бывалый бы новичка, что про Нюри Хабар. Новичок. Я даже не заметил. Забавно. Стоит сыт. Так, тайник погибшего стукера. Бля, такое ощущение, что я ее уже забирал. Да, такие есть, я ее забирал. Погоди-ка, или нет? А. Получается, нет. Боже, но оно того не стоило вообще ни разу. Бля, бежать обратно вообще неохота. Бля, сука. Ну ладно. Придется теперь уже бежать, потому что сохранение. Но эту игру зумерки прям сильно не полюбят, я уверен. Ну, знаешь, в каком плане? Хотя, может быть, и полюбят. Ну, короче, казуала сильно не полюбят. Вот в чем прикол. Тут же быстрого перемещения нету. И как бы народ
сильно будет охуевать именно по перемещению. Что тут, плоть скачет где-то? Кто тут ходит нахуй? Ноги видно. Кстати. Не знаю, что народ ругался на оптимизацию. Я играю на эпичном. И как будто, ну, вообще лагов нет. Игра? Да, игра в целом хорошая. Прям нормально, прикольно. Не смог удержаться и прям решил ее запустить как можно раньше. А я же планировал, ну, прям... типа марафон захерачить. Но не, нормально. Блядь, да как я так попал? Консерву кушаю. Ну, сюжетно вполне себе, ну, нормально. Типа, чел потерял квартиру. Он был продавцом артефактов, которые вытащили из зоны. И обычно такие артефакты, они теряют свои какие-то особенные свойства. Но все равно на такие вещи как бы находились свои покупатели, и он был таким как раз продавцом. И держал все эти вот пустышки, так называемые, себя в квартире. И у него квартира жахнулась, взорвалась. И теперь он с этим особенным кристаллом навел справки, и как бы у одного челика понял, что на этом можно сильно очень хорошо заработать. То есть можно будет себе и квартиру новую купить или отремонтировать эту. Ну, там, короче, прям нормально. И как бы мотивация как главного героя понятна, и все нормально. И в общем, прикол такой, что они такие типа: слышь, тебе нужно этот артефакт перезарядить. А можно это сделать с помощью сканера, который можно расположить по некоторым особенным координатам, которые, ну, нам скинули кое-какие ученые. Давай, типа, попробуй отнести туда вот сканер и перезаряди все это дело, и ты получишь бабки. И в общем он вылезает вместе с этим чуваком и делает это дерьмо. Но все идет не так. Не ГГ, практически. Ну, вроде бы как есть надежда на то, что мы найдем эту артефакт со сканером. Но непонятно. Вот как раз всем этим занимаемся. Сообщение Сидорович. Так, это вторая и последняя поставка без предварительной оплаты. Я кинул хомяка не для того, чтобы ты мне тут по ушам ездил. Так что или переводи, о чем договаривайся, или не только прикрою лавочку, но еще и батя обрадую. Сухин. Сидорович.
Есть прям такое ощущение, что мы... с этим Сидоровичем. Так, погодите-ка, как так? А? Тут сломался. А куда я проебал все патроны дробовика? Что-то я еще не понял. Блять, есть же. А чё не переключался? Блять, я ему калибр же сменил, сука. Да, монстры живучий, капец. Но я играю на самой высокой сложности. Во многом из-за этого, скорее всего. Потому что на этой сложности у них как будто бы прям живучесть высокая у мутантов. Наконец. Ну какой маленький носки, блядь. На, блядь. Усе готово. Коди від колектора змінили. Новий 2765. На ребрах. На ребрах. Все В зроблено. ребрах все сделано? Так точно. Так точно, все по высшему разряду. Принял, возвращайтесь, чтобы ни звука никому. Нікому ні звуку. Слухаюся ні звуку. Есть ни звука? Слухаю. Я что-то не понял, что они тут делали, эти военные? Не вразумею. Так. Полтергейст. Да. Закошмарил он тут всех. Полтергейст этот проклятый.
Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, схрон так схрон. Ну. Такого даже сразу и не заметишь. Так. Что, это реально все? Больше ничего нету? Ладно. Ну, я типа как будто бы какие-то сведения нашел. Бля, да ну нахуй. В смысле? Бля, да ну не. Блять. Пиздец. Че, я его ёбнул? Блять. Сука, ты еще мне тут, блять, поэтовой нахуй. Ты сдох, блядь? Ёбаный. Сколько он мне крови выпил. Ну реально кровосися, блин. Так. Угу.
на этом месте. Можлива загроза. Блядь, что за хуйня? Они просто возродились у меня за спиной. Приколись. Ебать. А я и не знал, что любовь может быть жестокой. А сердце таким одиноким. Я и не знал. На ману. Так, пароль. Двадцать 7:65.
Аж сюда закинул. Бля. Просто скелет. Просто грудная клетка. Блин, сколько их-то? Все лезут и лезут. По одному причем. Вариантов немного. Усім бути на поготові. Ну это все. Нормально так они легли. Дружба. Блин, их должно быть трое. Так, ну почти.
Во. Друзьяшки. Сорок 6 патронов. Нормально. Заглянуть. Так, ясно. Музыка, если вот пиво. Картыш. Нихуя себе. Ну, радиозащита у него вообще ни о чем. Ну, просто химзащита, электрозащита и все. О, пацан. Ей, бидло, пушку кинув? Хе-хе. Хто ти Бидло. такий? Кому ти Германа здав? Эй, быдло, бля. Ну ніхера собі вас. Ну ты борзо, приперся на военную базу, пострелял. И еще и вопросики задаешь. Шлепнуть тебя тут и дело с концом. Чуєш? А ти цю штуку давно Ты эту шутку когда последний раз чистил? И ухоженные ПМ-осечки на раз ловят. Я фартовий. А у всіх фартових А ты в курсе, что у тебя печка горит? Блин, как же это тупо было. Блин, припой меня сейчас ёбнет нахуй. О, блин, а хореография боев прикольная. Где мой чертов сканер? Ты же говорил, грязный ПМ осечки дает. Ну и я фартовый. Моя служба маленькая. Карта аномалий рисовать. Но я барыжил таким, как ты, скидывал. Все, сканерами Нестор занимается. Бугор со свалкой, вот тебе это нужен. Мимо такая куча мусора не пройдешь. Ну вопросы задавай. Это на север. Чуть не подавился. Батон, сука, благодарочек. Нестор на север от Залисия. Вас накрыли, что ли? Так, если что, я Германа не сливал. Других сливал, а вас не успел.
Долбоёб. Ну... Ну, я даже не знаю, зачем его живых оставлять. Нестора предупредит, там прочее. С другой стороны, конечно, интересно, может быть, его стоит вырубить. Но он говорит, нас не сдавал. Ох, эти мужские вздохи. О, Александр Брод, спасибо за фоллоу. Блин. Грохнуть и дело с концом, на самом деле. Ладно, вырублю. Убить я всегда успею. Кусок дерьма. Ну, буду честен. Я и за меньше убивал в этой игре. Ну, то есть он мне прям столько всего и наебал, и тому прочее, и так далее. Пытался слить, но не успел. Кто-то другой это сделал. Ну все, убил. Вроде. Египетская сила, блин. Товарищ военный, вы тут откуда? Охереть, у меня много картошки. Так, увеличенный магаз это хорошо, конечно. Но он у меня уже есть. Не, ну хореография боя с этим толстяком была бы забавно, интересно. Порой и в фильмах бывает хореография намного хуже. Блять, ебаный рот. Давай. Литвин. Так, погодите, а тут что осталось? По-моему, да, все забрал. Ну, кроме... хлеба.
Ой, ебать. На досе. РГДшку как будто бы надо использовать. Лежать. Суету не создаем. Кожен день. Чё? Что? Так. Блин. Блин, говнюк. Блин, их ебать дохуя. Блять, я тебе в голову дал, чел.
Блять. Бля. Да ну нахуй, не. Реально? Блять. Они бесконечные, да? Я правильно понимаю? Блять. А нарезного-то у меня нету. Бля. Бля.
Какое молоко? Папа. Кокока. Господи. Кокока. Господи. Нет, кокока. Кокосовый, да. Нет, кокока. Ну только дыры. Танчина.
Ебать. Кондратенко. Шукаю. Сфера. А, это и есть сфера? А, так-то я тогда в соло и на... Так, подождите. Ага, так. Место потихоньку не остается. Блин. Вот это было, блядь. Ага. Крутой схрон есть.
Все-таки. Ладно, пошли. Да не надо мне ловить гранату, блядь. Ёбана. Все, ушел. Ушел я. И прям, ты чё там устроил? Хотел, уж не говори. А то я еще завидовать начну. Узнал, что хотел? Припій сам ни хрена не знає. Припой сам ни хрена не знает, но он упомянул Нестора. какого-то Нестора. Нестор все любопытнее и любопытнее. Ну что же, добро пожаловать в большую игру. И из малой зоны иди на изолятор. Там мои коллеги помогут тебе с Нестором. Если договоритесь, конечно. Якщо домовитись, звичайно. Топай через КПП с север. Ключ батя даст. Не пугайся, ребята, не дикие, но симпатичные. Зачем мне его бойфренда, я еще не понимаю. Ну кто такие? Костюмчик у вас, конечно, какой-то любопытный. И оружие интересное. Тимур Бадун. Раз уже зустрілися, може треба щось. Бадун. Щасти!
Да ладно. Да них до хера же было, не? Ну вот. Блядь, не надо. Лол, артефакт. Полость. Блин, мне что-то антирадиационное нужно. Все, Гарс, устал, иду на болото. Дядька Борис согласился рассказать, как обойти КПП, чтоб не шмонали. Надо просто дозиметр выключить и ночью через дырку пролезть. Дозиметр выключить и ночью через дырку пролезть. Так, а я сейчас где? А, это КПП. Так, КПП так легко преодолеть, оказывается. Ну, за развал КПП, я думал, тут что-то прям хорошее будет, но нет. Все довольно-таки стандартно.
Ну, простреливает вроде. Какая-то часть простреливается. Угу. Ничего, да? Ни одного лута, хабара. Ну ладно. О, ебать. Десять часов. Ну, сейчас пойду спать. Хе-пе-пе, Вастю. Жарик. Войцеховский. Ладненько. Валим отсюда. Что ты до куда дошел? Я вообще неспешно играю. Болот какой-то. Все. Перерез.
Ничего себе. Чуть за бодяга. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Понял, не дурак. Блин, он машину гнет. Блин, а чё у меня такой безумный перевес? Килограмм. Ага. Аптечек повер дохуя. Ну... А, я вижу артефакт. Блин. Радиус у него ебейший, конечно. Не, ну подойти это я подойду, да? Но как я оттуда уйду? Да ебать. Надо прыгнуть под конец. Да ебаный рот-то не подбирает, долбоёб. Странный мяч. Один из легендарных измененных предметов, которых сталкер болтает у костра.
Пуля вреда наносит меньше, особенно если стоит на месте. Блять, улитка ёбаная. Да откуда у меня перевес, ебать? Ну что за хуйня? Да иди нахуй. О боже. О боже. Пиздец. Надо как-то пересмотреть. А, блядь, иди нахуй. Блядь, иди нахуй. Господи. Вот что так много веса? Кроме аптечки. Ну, что? Вот. Ну, блядь, давай выкинем половину. Вот аптечку точно выбрасывать не хочу. Ну вот, уже как получится. Ой, вот, надо было выбросить. Да блядь, господи. Началось, нахуй. А, блядь. Заебал, да, блядь. А как уйти отсюда? О, кое-как. Да ёбаный ты рот. Да блин. Блять. Сука. Выброс, ну еще, сука, лучше. Я отсюда выбраться не могу. Так.
Да ёбаный рот! Бля. Сука, вроде ушел. Ядрён посетили. Так, я рядом с городом. А от і мій для тебе. Так. Для тебя, для тебя. Блять, такое ощущение, что... Что мне крепко наебывает. Вот, так, вот какое у меня ощущение. Блять, иди нахуй. Я ему столько даю, блять, а я вот столько покупаю, нахуй. Всего лишь, блять. Всего лишь. Пиздец. Ой, какая же моча, какая моча. Бля, ну и пиздёж. Мега пиздёж. Но мне тяжека нахуй не нужно, по идее, тогда.
А я получил 8К только. Заглядай, притримаю для... Ну, хоч хто... Для... Для тебе... Для тебе зроблю я... Щастить! Здорово, мужик. Так. Раз уже за... Клык. Побачимось. То долг з волею гризлися. Тепер варта з'явилась. І кажуть, що проти неї вже підпілля збирається. Ну що, не можуть люди нормально жити? Чи це зона так впливає? Вона рідненька. Вплинула на тебе так, що ти Миколаївку за місяць за лікування носиш. А парі щовечора. Це що за наїзд, йопта? Тобі як Першому наливати. Роботу шукаю. ще питаєш? Думав уже. Робота проста. Тому посилку до... Підход. По... Не допоможу з твоїм. Хрін. І тр... Хе. Прибить. Для тебе. Тримай ключ. Сталкери, говорить капітан Зотов. Розслідування варти в малій зоні завершено. Тому право на свободу пересування я вам поки повертаю. Але й вимоги тепер до вас особливі. Найменше по... Ебать, лагает. Ладно, на сегодня закончим.
На сегодня закончим.